Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это «Шум», наш любимый проект, который, как всем нравится и как все его ждут. Спасибо большое, что дождались прямого эфира. Все вживую, все как есть. Есть определенные важные элементы приготовления, но, собственно, главное, что мы вместе прямо сейчас. И это свидетельствует, и подчеркивает наша игра в города. Друзья, как всегда, в этом проекте основной упор на вас, на ваши комментарии, на том, что происходит. Вы шумите, а делаем так, чтобы этот шум был слышен вот на необычайную дальность, вот необыкновенную дальность. Вот туда, там был слышен, где вообще, казалось бы, никто не может предположить, что могут услышать. Кто откуда, друзья? Махачкала с нами. Ой, прекрасно. Привет, Махачкала. Спасибо большое в Алматы. Привет. В Москве Измайлова шумит. Значит, Чернигов. Пионерский шумит, Висбаден тута, шумим в Москве, в Измайлово, Татарстан, Альметьевска, значит, Коммунар, Ленинградская область, Брянск, давайте шума даем, шумим в Крыму, Судак, так, тащите штрафную, Александр опоздал, бывает всякое, да, техника, тем более очень много материалов сегодня, очень таких интересных тонкостей и деталей, которые требуют обсуждения, значит... Да, друзья, значит, Курск, Пинск шумит, Сергиев Посад, Вроцлав шумыть, Горняцкому, Макеевке привет и Четланам привет большое, шумим из Эчмядзина, ничего себе, Лодзь, Бреда, Нидерланды, Минск, Каспийск, с нами Севастополь, Прага слышит, Прага шумит, привет из Молдавии, Запорожская область, тоже на связи, Ростов, минус 17, Северный Кавказ, Краков, Лодзь, Иршава с нами, да, Калининград, привет, Одесса, Ереван, Омск, Техас, спасибо большое в Северодвинск, ох, далеко-то как, шумит Италия, Торино, значит, привет, друзья в Синельниково, ой, Синельниково шумит, тяжко вам в Синельниково, сунется туда, война, Саша, Запорожье, конечно, Запорожье, туда тоже сунется война, и такой тяжелый был обстрел, буквально не вот этот, который был, да, ночной, а вот буквально вечером, Новосибирск, Лондон, Крым, Харьков, с нами Ярославль, Каменец-Подильский. Прекрасно. Чернигов, Нефтеюганск. Да ладно, Нефтеюганск, ого. С нами Онтарио, Оквилл, Гренландия. Не шутите, правда, в Гренландии смотрите. Болгария, Поморье, Тюмень, Александр, Афины с вами, спасибо. Самара, Кириши, Сочи, Барселона на связи, Винница шумит, Уфа, Киев, значит, Академгородок, Киев, рада вас видеть, взаимно. Друзья, давайте пока проголосуем, собственно, в таком опросе сегодняшнем. Кто из военных был бы на позиции руководителя Украины наиболее лучший вариант? Смотрите, руководителя Украины, не говорю, президента, это может быть переходное временное правительство. Отставим пока это все в сторону. Вот персоналии. Сегодня рейтинги же появились, представляете? Это позже поговорим. Итак, Белецкий, Буданов, Залужным или ни в коем случае нельзя, чтобы был военный? Вот кто угодно, не знаю, там, пускай лучше уже мент какой-нибудь или какой-нибудь, я не знаю... Ученый, теоретик, но только не военный. Может даже СБУшник, хотя это тоже уже военная история. Короче, не военный. Вот переходной этап к миру не может возглавлять военный. Голосуйте. 4 варианта. Интересно, в конце подведем итоги. Пока все в одну калитку. Так, значит, Саша решил все 4000 перечислить. Нет, это просто наша классная игра. Я всех призываю играть в города и в записи, если смотрите, потому что время, не совсем удобное для многих. Да, у кого-то уже утро, у кого-то поздний вечер, у кого-то белый день. В общем, друзья, если смотрите в записи, тоже поиграйте в города. Напишите. Полтава. Вот спасибо вам в Полтаву. Из Таганрога вітання. Представляете, на украинском вітання из Таганрога. Прекрасно. Касансай с нами. Брянского леса котики шумят. Кипр, Пафос шумит. Давайте тогда без лишнего пафоса, раз Кипр и Пафос с нами. Давайте начинать. Топ события дня сегодняшнего, это, конечно же,
приезд Рютте. Представляете? Целый генеральный секретарь. И, казалось бы, да, очень интересная расстановка. Сил, диспозиция, переговоры. Они же перенесены на середину недели, то есть на завтра, послезавтра, в общем, в Абу-Даби. Да, и не двухсторонний формат, а трехсторонний формат. И вот тут Зеленский как бы как в воду глядел, говорит, возможно, перенесем, то есть 1 числа. Не факт, что что-то будет. Но ничего и не было 1 числа. Перемирие заканчивалось 1-2 числа, как говорится, на недельку до 2, и Рютте приезжает. Все точно навострили ушки, центр перекрыли, уже заранее объявили и сказали: о, Рютте приедет, значит, не будет Россия стрелять по Украине. Ну, может, по Украине не будет, но по Киеву точно не будет. Стреляли прошлой ночью, и атака была действительно массированная. И, как там выразились, самая большая в 26-м году. Ну и сам Рютте потом там признавался, это как в топ-3, в топ-5 входит вообще в принципе всех атак баллистического типа. Стреляли, ПВО Рютте не помогло. Помните, как шутили? Келок, наше лучшее ПВО. Так вот, Рютте не того калибра. И вот Рютте, несмотря на достаточно тревожную ночь, дорогу, ну а что ему, ус не дует, смотрелся очень и очень, скажем так, картинно, наигранно. Встретили его точно так же, картинно, на Майдане. Вот это капище, которое сотворили. Много, кстати, критики по этому поводу. Ну, все-таки понятно, что импровизированные вот эти памятные Лену надо как-то упорядочить. Уже все-таки 4-й год войны, но тем не менее это вот такое место силы. Там каждый должен пройти инициацию. Причем интересно, что в этот раз водил Зеленский Рютте на Майдан. То есть не на, так сказать, Софиевскую площадь, где там тоже мемориальная стена, а вот именно на Майдан. Я не перестаю умиляться, как они делают скорбные лица. На Майдане, где умирали за это НАТО, на Майдане, где, собственно, вот это все, так сказать, бурлило, затевалось еще с 4-го года, да, в 2014 году вот это, так сказать, выстрелило, привело к большой трагедии, и вот именно туда приехал Рютте. Исторический визит, говорили нам. Почему? Потому что Рютте выступил перед парламентом украинским, представляете? Украинский парламент. Ну, так это прям просто замечательно. Программное выступление. А что сказал? І зараз ми фокусуємося на тих подіях, світових, які можуть викликати стурбованість. І тому наша увага може розділятися. І вам потрібна наша підтримка. Тому що температура збільшується. І напади на українську інфраструктуру зростають. І зусилля зруйнувати Україну посилюються. Але я хочу запевнити, що наша увага не відвертається від України. Україна була і залишається в центрі нашого думання про безпеку. І ми готові швидко надавать их підтримку. То есть, смотрите, мы каждый день помогаем, мы готовы давать поддержку. И слушает его реально там треть депутатов от всего наличия и состава. То есть он выступает перед полупустыми скамейками, креслами народных, так сказать, избранников и рассказывает про какую-то неимоверную поддержку. Да, говорит, морозы сейчас, ну там температура повышается, понижается, имелось в виду, что типа самая холодная ночь, и мы помогаем. Короче, смотрите, после этого выступления в парламенте генсекретаря НАТО Рютте, ну уже никто не скажет, что Украина там одна бедная несчастная всем противостоит, помогает ей НАТО. То есть абсолютно любой человек в Российской Федерации может показать вот на это видео, этот визит, это выступление пальцем. А развесили же, видите, флаги развесили такие все. Европа, НАТО, Безуглая там прыгает, радуется. Она только что от него вернулась, там на заседаниях парламентских участвовала. Там говорит, вот он, мол, наш. Вот сейчас наш выбор, НАТО нам поможет. Он говорит, поможем обязательно. Короче, любой россиянин может сказать, что это война России с НАТО. Гляньте, как помагають. Швидко і незмінно. Кожного дня ми продовжуємо діалог між Україною і НАТО. Щоденно ми надаємо обладнання Збройним силам України, щоб ви могли захищатися сьогодні і стримувати будь-яку
агресію завтра. І командування НАТО в Німеччині Такие все внимательно его слушают, там, да, вот, ну, кто ковыряется в глаза, кто засыпает потихоньку. Это эти депутаты-неудачники, которые решили прийти на работу. У всех остальных есть дела поважнее. Кто-то, например, отправился на отдых, а кто-то, и большинство, почему так пусто, спросите вы, они на молитвенный завтрак отправляются к Трампу. Там 10 тысяч долларов билет, и можно сфотографироваться, поприсутствовать на там крутом рауте, приеме. Это в четверг будет. Ну, то есть послезавтра. Ну, лететь далеко, поэтому что тут на работу? Надо чемоданы собирать, до Польши добираться, до аэропорта ближайшего. постійно координує військову підтримку і навчання, і ми здійснюємо координацію, щоб повідомляти союзникам, що потрібно Україні саме в цей самий момент. Короче, пришел Рютте и сказал, да, это война НАТО. Но больше всего его визиты, его выступления перед депутатами, там последующие выступления, о которых сейчас поговорим, они смахивали на какую-то ложку меда в этой бочке дегтя этой войны. Мол, смотрите, мы с вами, заявление вообще умопомрачительное. Вот когда мирный договор подпишем, мы будем обеспечивать страны НАТО безопасность в воздухе, там, в воде. То есть мы поможем, мы вот действительно реально там контингенты. И все такие, знаете, уши развесили, такие лапша по ним вот так вот струящимся образом колышется. Ветерок его губ колышет лапшу на ушах депутатов и всех украинцев, которые смотрели и слушали, что он там вообще, в принципе, приехал. Короче, что приехал, вообще непонятно. Зачем ему это все? Но он приехал умастить. Как это? Не подмажешь, не поедешь. Его задача основная и главная. Он понимает, что Украина в НАТО не будет, но НАТО поможет. Вот мир подпишите и поможем вам во всем. Как будто Россия на это согласна. Но больше всего, конечно, это было вот этих апелляций к поддержке. Как в старые добрые времена Байдена приехали поддержать лично, так сказать. Ну, даром, как Блинкен на гитаре еще не сыграл. Я знову хочу підтвердити, що те, що ми сказали влітку, що НАТО буде продовжувати. Что она кивает? Что она там понимает? Ну, все ж видите, кто в школе, в университете плохо учился, или там английский не учил, немецкий учил, те вот с наушничками, а такие все умные лица делают. Генсек НАТО приехал лично выступить. Підтримувати Україну, те, що ви робите, і щоб ви могли продовжувати. Я знаю, що зима дуже довга, але весна прийде. Залишайтеся сильними. Я знаю, що ви залишатимеся сильними. Слава Україні! Ой. И полупустой парламентский зал вот так встал, хлопают, стоя, обязательно стоя. Весна придет. Слушайте, а где-то я слышал уже это. Весна придет, сажать будем. Или весна придет, что Тимошенко там с росточком, помните, вот это вот было, да, вот прорастает что-то, вот это она с маникюром еще плохим, специально сделанным, недоделанным маникюром, как оказалось, политтехнологи рекомендовали, ну, мол, занятая женщина не может сделать маникюр, то есть это все уже где-то было, весна придет, слушайте, а правда, скоро весна, сиди, украинец, и утешай себя, что скоро она таки придет, эта весна. А он всех заверил, помогать будем. Ну а дальше фотографии с обезьянкой. Ой, первым, конечно, отличился в кулуарах, еще поймал, так сказать, настиг. Микола Тищенко, Коля Котлета сфотографировался, Инстаграм порвал, молодчага, нашел. Но это тот самый Коля Тищенко, который точно знает, что весна придет, и украинцы незламные. Вообще, эта фотография олицетворяет дух Николая Тищенко. Вот совсем недавно он в потемках решил всем сообщить, что он вместе с народом. Вітаю Україну, вітаю мій любий Київ. Так, нам холодно, так, немає світла. Але коли є мета, нам нічого не завадить. Я от, наприклад, прийшов займатися спортом. І буде світло. Ми переможемо, друзі. Конечно, победим. Конечно, этот фирменный жест, типа ревизор, проверено, представляете? И он с Рютте сфотографировался. По-моему, они живут вообще свою какую-то лучшую жизнь. Вообще какую-то такую. Они вот, к ним Рютте приезжает, они вот его слушают, с умным видом кивают, селфи делают. Ну, правда, когда же еще ты встретишься с Рютте, Тищенко? Давай, лови момент. Вот он, человек, а потом будешь внукам показывать, если доживет, конечно, страна, и как бы будет не
не стыдно говорить о том, что ты был депутатом при ее развале, но тем не менее, это же прям личный кейс успеха, а? Какие, смотрите, Сибига там стоит важный. Ну, Сибига он же привел, Сибига привел он на работе в правительственной ложе. Прибегают депутаты разные, представляете, слуги, не слуги, все фотографируются. Рютте такого внимания, наверное, никогда. Ну, в общем, правда, приехал Аллой Пугачевой. Аллой Пугачевой приехал, с ним всем фотографируются, все что-то они ждут, говорит, мы вас поддержим. Война проигрывается, НАТО никакого не светит, мирный договор будет подписан, но об этом позже, непопулярный обязательно будет, но у Рютте-то какая, да? Всем, смотрите, как им хорошо. У них камерная атмосфера, депутатов немного, вопросов никаких нет. Что, подходили к нему решать какие-то вопросы или что-то сказать об Украине, или как-то так вот его там, да, за руку подержать, и так, чтобы потужностью поделиться. Нет, они сфоткаться хотят. Сфоткаться. Точно, что парламент фотографов, понимаете, какой-то. Но потом же встреча с Зеленским и общий брифинг, и там Зеленский раскрывает все подноготные енергетичного перемир'я. Жорсткий момент цієї війни, коли росіяни знов знехтували зусиллями американської сторони. Було прохання президента Сполучених Штатів утриматись від ударів по енергетиці та по критичній інфраструктурі. Ви про це знаєте. На час зустрічі наших переговорних команд і президент Америки говорив, що треба утриматись від ударів протягом тижня. Це дуже важливо було і важливе рішення. Ну, смотрите, прокашливается. Смысл этого всего заключался в том, что Зеленский как бы должен был пожаловаться Рютте, а там еще был момент, ну, я не стал это брать, ну, в принципе, там и так понятно. Есть заряженные журналисты, они задают вопросы, говорят ему, в глаза смотреть Рютте, давай, а ты там с Трампом, когда вот это вот будешь говорить, ты же скажешь, что русские виноваты, что сорвали перемирие. Ну, тут дипломатично, он как бы все равно, как бы, хоть и его обласкали, облизали, селфи с ним сделали, как бы, ну, ПВО не сработало, но бог с ним, хорошая же поездка у него состоялась в воюющую страну, в столицу, под обстрелами Рютте, так сказать. Вот это вот все, геройствовал, настоящий генсек НАТО. Он говорит, ну, американцы и так все знают. И так, то есть, офис сделал это заготовка. То есть, смотрите, они знали, что 1 числа ничего не будет. Тем более в двухстороннем формате, без Кушнера, без Виткофа. Они все знали. Зеленский говорил, там, Иран сейчас начнется. Вот сейчас Иран. Про Иран немножко позже тоже 2 слова. Но они понимали, что будут переговоры. Выкручивается все, что опять трехсторонняя встреча. Есть в украинской прессе такое мнение, оно, кстати, очевидное. Задача всячески не отпустить американцев, не дать им умыть руки, чтобы получать данные о разведке, крышу вот такую репутационную. Для Рютте же Трамп папочка, поэтому как мы Трампа возьмем и в шею погоним, отворот-поворот дадим? Нет, так нельзя. Трамп должен до конца мучиться. Ну, пока у него там что-то не произойдет, и, в общем-то, он или не начнет поддерживать, или какой-то там избирательный цикл сделает из него хромого президента, а не такого, как сейчас. Тем более поводов для этого есть и в глобальном уровне, и, конечно же, на уровне вообще внутреннем, американском. Эпштейн, Мелания Трамп, вот эта вся история. Меланию подсунул Эпштейн. Сейчас эта пресса гудит, ролики искусственного интеллекта, люди как бы это обсуждают. И вот задача была сейчас, не отпуская американцев, как бы затянуть эту волынку, затянуть эту резину, сказать, смотрите, русские виноваты. Русские. Фактично це почалося в ніч на п'ятницю, і у ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто... Смотрите, фактически перемирие началось в ночь на пятницу. Да? А когда пошли вот эти приказы, военкоры сливали, почему фактически в ночь на пятницу? Это кто говорит? Тот, кто не участвовал в этой договоренности, Зеленский? А откуда он знает? Кто ему сказал, что это отчет 7 дней начинается в ночь на пятницу? Вообще непонятно. Або Росія тепер вважає, що в тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну. І просто дочекалися найбільш холодних днів цієї зими, коли на значній території України більше, ніж мінус 20 за Цельсієм. Сьогодні був...
Смотрите, это очень важный момент. У нас минус 20 по Цельсию. Смотрите, будет потепление, там по Киеву передают, а потом с 9 февраля опять вниз. То есть зима такая лютая на самом деле. И тут, вот смотрите, россияне привязывают свои атаки к самому холодному. Это отлично смотрится, потому что это как бы вот оно. Ну, вот прямо ты смотришь, сопоставляешь одно с другим, о, да, совпадает. Но проблема в том, что если бы этот удар, да, он готовился, этот удар. Тем более Зеленский там начал говорить, вот они использовали время перемирия, чтобы подготовиться, накопить ракеты. Вообще полный бред нес у себя в соцсетях, и от него спикеры точно такое же несли. Удар готовился вообще каждый день. Зеленский каждый день, ровно неделю назад, пускай вспомнит свое обращение ежедневное, он говорил о том, что вот этой ночью, вот массированный, вот комбинированный, а потом ничего не происходило. Пауза нелепая, выходит Трамп, говорит, так мы договорились на неделю. Когда? Да позавчера. И вот неделя прошла, как раз ровно во вторник. Ровно во вторник прошла ровно 1 неделя. И, внимание, больший урон, это признают все адекватные и вменяемые люди, которые разбирают аналитически вот эту тяжелую историю с потреблением мощности, электричества. Самый тяжелый – это перед морозами удар. Не перед потеплением, а перед морозами. Не когда морозы заканчиваются, а когда они начинаются. Рекордний російський удар, важкий удар. Безумовно, по застосуванню балістики. Антирекорд, я б сказав, було 28 крилатих ракет, а також ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії і можуть бути збиті тільки системами Patriot. Те, що Росія робить, завжди чітко свідчить про наміри Росії. Ми вважаємо, цей російський удар справді порушує те, про що домовлялись американська сторона, і повинні бути наслідки саме цього. Какие? Какие должны быть последствия именно этого удара? В Абу-Даби, наверное, что-то. Всі бачать погоду, найбільш складні дні, найбільш холодні дні саме цієї зими зараз, і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаути. Це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається. Критично для усіх і надалі підтримувати захист нашої країни, захист наших людей. Проти балістики працюють найбільш ефективно, ви це знаєте. Петріоти, це означає, що потрібні ракети, більше. Больше ракет. Дайте больше ракет, не молчите, говорите, давайте включайтесь, давите на Россию. Стандартная история. Очень стандартно использует Зеленский факт массового обстрела, любого обстрела, попадания куда-то. То есть абсолютно ничего нового и абсолютно предугадываемо и ожидаемо. Вместе со сдвигом переговоры после обстрела. И сейчас как бы моральное превосходство на переговорах на стороне Украины. Ну, так очевидная история. И тут, понятное дело, затребовали и Виткофа, и Кушнера. Будем настаивать. Изменим, говорит, переговорную позицию. На что изменим, пока непонятно, но как бы скорректируем ее. Значит, Россия корректировала свою переговорную позицию после ударов по резиденции Путина, которые как бы были в ту сторону, но, в общем, все так немножко прикрыли глаза, сказали нет, а тут же скорректировали, потому что удар во время перемирия Трампа, как вы смогли ослушаться Трампа, как бы говорит Зеленский, вот смотрите, какая Россия, давайте на нее давить. Так а у Америка кто? Америка посредник? Они говорят нет. Мы просто модератор, мы просто рядом. Америка участвует в боеспособности Украины. Ну, она говорит, что нет, потому что денег не платит, оружие не поставляет только за чужие деньги, ну и разведданными обменивается. Ну, это так, наверное, по старой памяти. По факту, да, конечно, участвуют. Нельзя Зеленскому отпустить американцев. Нельзя, чтобы чуть что там не мог Федоров с Масковым поговорить по поводу применения Starlink, например, противной стороной, российской стороной. Ну и все, соответственно, задаются вопросом, ну так давай же, выдай что-то потужное, скажи что-то мощное. Как ответите? Дякую за запитання. Що стосується будь-яких наших кроків військових, ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів, щодо наших... Как? Подождите. Это же говорит человек, который в прошлом сезоне говорит о том, что будет блэкаут в Украине, будет блэкаут в Москве. Ровно его цитата. В Украине будет в Москве. Ну, так же он говорил.
да так ничего, говорит, не будем информировать, представляете? За ум взялся. Ему нечего сказать. Он не может потужничать, потому что Рютте приехал за этими словесами, конечно, глобалистскими, демократическими, его поддержать. Он приехал ему сказать: Володя, давай, не хорохорься, подписывай, мы тебе там поможем потом. И он не может ничего сказать, он не может выдать, у него нет за спиной вот этой поддержки от того глобалистского Запада, который сыпется, рушится, да, еще деньги дает, да, еще оружие, конечно, идет, да, конечно, не истощены, да, конечно, не отвернулись, но поддержки политической нет. Ну, если, конечно, не считать вот этого бойца, понимаете, ястреба американской политики. Линдси Грэм выходит и говорит: Трамп, передай Украине томагавки, потому что текущее давление на Россию не работает. Очевидно, что то давление на Путина, которое, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массированные атаки, не работает. Идея президента Трампа о преследовании нефтяных клиентов Путина, поддерживающих его военную машину, должна быть энергично реализована США и Европой. Наконец, после этой массированной атаки прошлой ночью я призвал президента Трампа начать томагавки поставлять Украине, чтобы был переломный момент в военном отношении. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприниматься как чрезмерное поощрение агрессии, приведут к катастрофам по всему миру. Ух, какой Линдси Грэм. Известный товарищ, и начинает, так сказать, угрожать катастрофами по всему миру. Сегодня Трамп поговорил с Моди. Они потом вышли в соцсети как бы с публичным объяснением и радостью, что пошлины понижены. И как бы Трамп говорит: вот, я призвал и, в общем, пообещал Моди не покупать российскую нефть. Опа! Да ладно! Как не покупать российскую нефть? Урсула приезжала. Вы думаете, нефть из воздуха берется? Или американская только? Или еще там какая-то? От Индии? Или нефтепродукты? В смысле не покупать российскую нефть? Моди тоже вышел, сказал: Трамп, какой молодец, какой замечательный разговор. Все уже привыкли к этому. Это называется... Ну, то есть, смотрите, есть хороший тон в дипломатии, а есть ложь, наветы. Вот сейчас это все наветы. Все выдают там какую-то картинку, хорошую мину делают. И ничего не написал об отказе Индии от российской нефти. Чуть позже, к вечеру ближе, Кремль официально прокомментировал, говорит: мы ничего, не поступало никаких сигналов. Абсолютно никаких сигналов от индийской стороны, что они отказываются, ограничивают, сокращают или пересматривают контракты. Да нет, все идет, как и идет. То есть разговор разговором, заявление заявлениями, а нефть нефтью. Получается, что какой-то такой выстрел в пустоту. Вместе с этим катастрофой сегодняшней, это, конечно, выглядит ситуация в Иране. Прям к вечеру пошли новости. Полетел фондовый рынок, кримпта, начинают все снижаться в преддверии ощущений большого бадабума в Иране, хотя все было на мази. В Стамбуле переговоры, в пятницу Витков летит, все хорошо, там целые страны, конгломерат мусульманских стран, все в порядке. Wall Street Journal пишет, что рано утром 6 иранских быстроходных катеров попытались взять на абордаж американский нефтетанкер в Ормузском проливе. КСИР приказали отключить двигатели и приготовиться к абордажу. Однако вместо этого судно ускорило движение и чуть позже, как бы выйдя из окружения, стало под защиту корабля военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Американские официальные лица инцидент подтвердили, заявили, что танкер под флагом США сопроводили в безопасное место. То есть интересный выпад. Очень интересный. Но это рано утром. А ближе к вечеру второй очень интересный выпад. Официальные представители США заявили, что американская авиация сбила иранский беспилотник, который летел по авианосцу Авраам Линкольн. Значит, предположительно, речь идет о F-35. Он поднялся в воздух, выпустил ракету воздух-воздух по шахеду 129 КСИР. Иранская сторона не подтвердила инцидент, однако ранее иранский беспилотник активно следил за перемещением, скажем так, группировки Соединенных Штатов Америки. Они там вдвоем летали, беспилотники.
В общем, все начало обостряться. Более того, Axios сообщает, что Иран внезапно отказывается от переговоров в Стамбуле и говорит: нет, в этом составе, то есть всем миром, как бы гуртом легче и батька бить не подходит, давайте тет-а-тет, с глазу на глаз, Иран, США в Омане, соседнем. Вот там давайте встретимся, 2 делегации, все обсудим, все подпишем, все решим. И позитивные сигналы начинают обостряться. Пресса западная реагирует сразу и красноречиво. Time выпускает обложку после аятоллы. Как бы вот он уходит на волне протестов, как бы прощается с аятоллой, а разного рода, пресса оппозиционная в экзиле выпускают материалы. Вот, например, Iran International пишет о том, что высокопоставленный иранский дипломат Гулам Реза Дарикванд, который отвечал за отношения в посольстве Ирана, внимание, в Австрии, дезертировал с должности, сбежал, и попросил политического убежища в Швейцарии. Это уже второй такой дипломат за последние недели, который дезертировал и попросил в Швейцарии политического убежища. После Али Резы Хокмабад, который работал при Женеве, при штаб-квартире ООН. То есть все свидетельствует о том, что будет ох, как накалено. Откуда этот накал? С чего вдруг Иран вот так себя начал вести? Дроны запускает. Вообще были ли эти дроны? Провокация или что серьезное? Давайте откровенно. Один шахед, даже 129, летит в сторону, что он его потопит? Что, понятное дело. В общем, очень странно. Максимально странная история. Кто может стоять за всем этим? Может стоять, конечно, и Китай. Интересная тоже такая история. Hexet позавчера выходит с таким очень мощным заявлением о том, что мы прям будем в космосе воевать. У нас золотой купол рассказал детали, космические какие-то спутники, они будут выпускать дроны, которые будут поражать. В общем, на подлете до США там муха не пролетит, если кто-то захочет атаковать Соединенные Штаты Америки, золотой купол. И тут сразу последовал китайский ответ. Не Чемберлену, а Хексету. Анонс космического проекта. Авианосец Люанняо, который через лет 20 сможет подниматься к границе атмосферы, 88 истребителей Хуанню нести, гиперзвуковые ракеты у него будут, у этого авианосца, у этих, собственно, самолетов, космолетов. Эксперты, конечно, сомневаются, что реализуем этот проект, считают некоторым пиар-ходом для того, чтобы общественность каким-то образом подбодрить на фоне Хекседа, да. По словам, например, одного из ученых, да, вот этот авианосец космический мог бы уклоняться от ракеты, даже действовать вне зоны погодных условий и большинства оборонительных систем, нависать над куполом. То есть Хексет говорит, у нас будет купол, а китайцы говорят, а у нас будет над куполом чего-то, а оттуда поди попробуй сбей, да. В общем, интересная гонка вооружений разворачивается на фоне того, что Россия выходит и говорит, слушайте, с нами никто не подписывает или как-то никто не чешется СНВ-3, да, продлевать. Мы сами продлим на год, там разберемся. То есть это все попахивает таким очень большим раскладом, очень серьезной геополитической игрой и предчувствием прям мировой войны. Почему? Потому что Китай, возможно, стал за спиной Ирана, раз они настолько уверены в себе. Аналитики говорят, что если Трамп рыпнется и ударит по Ирану, все полетит по Израилю. И, понятное дело, по базам соседей. В общем, ожидается большой бадабум, и на фоне деэскалации, у нас новая волна эскалации. Будем следить, конечно, за переговорами, состоятся, не состоятся, оправдаются ли сливы, что будет предпринимать Иран и почему вдруг он так расправил крылья. Хотя, казалось бы, его уже сутки,
чуть больше даже, говорили, вот, сдался Иран, слабаки, ваши союзники. А тут мы видим такой неожиданный ход. Наблюдаем, конечно, за ситуацией, и за Европой немножко тоже наблюдаем. Ну вот, например, за Макроном, который сегодня говорит о том, что у него техническая подготовка началась к возобновлению диалога с Путиным по поводу Украины. К этому нужно подготовиться, значит, поэтому сейчас ведутся технические обсуждения, цитирует Ля Монт Макрона. При этом, по его словам, диалог с Путиным должен идти, конечно же, в координации с Зеленским и коалицией желающих. Франция сегодня не только отличилась этим заявлением и вот этими, как бы, ну, выползанием вот этого Макрона, сегодня, конечно, еще и обыски в офисе компании X Маска и вызов Маска публично, так сказать, на допрос во Францию. Причина — это Грок, искусственный интеллект на базе X. Илон Маск создал его таким, который позволял там дорисовывать, что хочешь. Ну, такой вольнодумец Маск с вольнолюбивым, свободолюбивым искусственным интеллектом. Ну и, понятно, в Иксе много чего можно, собственно, написать, и ничего тебе за этого не будет, удаления никакого. Как бы, пожалуйста, пиши, ради бога. С глобалистами Маск очень серьезно закусился, и вот это дело, понятное дело, что он не поедет к ним на допрос, он не будет там защищать перед французским правосудием свое детище, однако ситуация между Америкой и Европой, между условным старым светом, ну, новым светом это не назвать, ну, там оба старые, но тем не менее, между трансатлантикой начинает очень и очень скрипеть зубами. В защиту Илона Маска выходит Дуров, говорит, французская полиция в настоящее время проводит обыски в офисе X в Париже. Франция — единственная страна в мире, которая уголовно наказывает все социальные сети, предоставляющие людям хоть какую-то свободу. Телеграм, X, ТикТок. Не заблуждайтесь. Это не свободная страна, пишет Павел Дуров, и, кажется, знает, о чем говорить. Но вернемся к свободной по-настоящему стране. К Рютте вернемся. Рютте на фоне вот такой геополитической обстановки выдал очень классную фразу, которую упаковали вырезки, фрагменты, цитаты, но никто в Украине не взял, не сакцентировал на ней. Хотя это сенсация. Всі говорили о другому. Як ви сьогодні сам зрозуміли, що треба допомагати українському народу, щоб не замерзнути? Яка відповідь може бути росіянам після цього удару? Ну, звичайно, це удар, в якому понад 450 дронів, 80 ракет. Я не впевнений, що це найбільший удар взагалі, але, звичайно, безпечно, це один із топ-3 з ударів по Україні, можливо. Ну, и то есть, смотрите, у него спрашивают, у Зеленского спросили, какой ответ. Он говорит, не скажу, военная тайна. Ну и Рютте. Рютте привык как бы к вот таким фортелям, кульбитам политическим, словесным. И он так ищет глазами поддержки у Зеленского. Ну, сколько там большой, самый большой удар. Ну, конечно, стоит, конечно, рядом с ним и кивает. Говорит, да, самый, конечно, топ-3, топ-5, топ-10. Ну, так к сути вопроса. Навіть через кількість, так, через кількість балістичних, через кількість, так, тобто це найгірший, ну, тобто, принаймні, це один із топ-2, топ-3 ударів, тобто це жахливо, і, як ви сказали, саме це відбувається під час зими, мінус 25 градусів тут, у Києві. Ми знаємо, що тут що система центрального опалення, це має вплив на те, як люди можуть зігріватися, але те, що відбувалося протягом останніх місяців, також має вплив на водопостачання, електропостачання. Ответ какой, Рютте? Тебя же вопрос какой? Ответ России задали. Тебе же ответ какой? Смотрите, тут очень важно, знаете, как это «Пиши и сокращай» была такая книга, модная, там, всех редакторов, там, журналистов. Ну вот давайте, вот мы сейчас смотрим ответ Рютте, а давайте попробуем его сократить. На людей, які живуть своє життя і не можуть повноцінно його жити. І це ж не щодо військових цілей, це просто створення хаосу для безневинних цивільних, удари по цивільній інфраструктурі.
Звичайно, війна сама по собі була божевільна, ця атака росіян, яка була не спровокована, але це навіть не про військові питання, це про удари по невинних цивільних. Я сприймаю це дуже серйозно. Я думаю, що президент України цілковито готовий зіграти, піти на угоду з росіянами, яка, звичайно, має бути прийнятною для обох сторін і безпечно. Подожди. Он сначала как бы налил в уши метку, говорит, гражданские страдают, вот это все, вот это нельзя. А потом говорит, я думаю, что Зеленский готов подписать соглашение. В смысле готов подписать соглашение? После всего того, что было? Холодок легкий пробежал там где-то как бы от места ниже спины туда ближе к затылку у стоящего рядом Зеленского. Нет, конечно, все стороны должен устраивать. Зеленский должен подписать договор. Рюте проговорился, вот зачем он приехал. Це для України без сумніву, але, звичайно, це піднімає питання, чи росіяни серйозно ставляться до цього. Я сподіваюся, що вони серйозні, і президент Сполучених Штатів робить все зі своєю командою, що можуть, щоб принести мир, і я хвалю їх за це, були зроблені великі зусилля, але ця ніч, це був дуже поганий сигнал. Что написали украинские средства массовой информации? Эта ночь очень плохой сигнал. Но Рютте выдал, зачем он приехал. Рютте приехал, чтобы добивать Зеленского. Вообще украинские медиа, украинские СМИ это что-то с чем-то. Знаете, какой вот бантик, какая вот вишенка, какое вот украшение визита Рютте. Это его украинский язык, представляете? До побачення. Представляете? Не, ну он, понятное дело, он шел и решил что-то переспросить. Мне вообще показалось, судя по смыслам и наполненности его выступлений, что он решил, что ему какой-то там на местном непереводимом диалекте, что его как-то послали, что ли. Он решил уточнить, что это такое. Как в смысле послали? Как это? Да, вот, а что такое? Типа, бай, до побачення, гудбай. Этот перевод такой, гудбай. Он, да, и повторил. До побачення. Как к туземцам каким-то ездят, понимаете? Как к туземцам. Ответа на вопрос нет. Зеленский подпишет. Конечно, будет выгодно всем сторонам. Ну, конечно, будет выгодно. Представляете, такой ужас и кошмар прекратится. Это же выгодно Украине. Все настроены на Западе, чтобы Зеленский подписал. А он кочевряжется и устраивает вот такие, собственно, перформансы. Даже для Рютте. Все думали, ладно, сходил на Майдан, поставил свечку, постояли, типа поскорбели, эпические же фотографии оттуда, но были еще более эпические. Значит, нарядили Рютте в шапочку, мороз же сильный, там он Сибига без шапки ходит, видите, каски у всех, там девочки голову берегут, видите, а вот Сибига, там вот эти шмыгали, их голову не жалко. И он повел его показать ударен, разрушенный после попадания сегодня Киевскую ТЭЦ. Все, в принципе, поняли, где это, что это, и поняли, что это Киевская ТЭЦ номер 4. Privatized earning? Yeah. Alison? Alison, I'm here in Kiev. I just arrived this morning with a small NATO team and we had very good meetings with the president. I was in the Rada. But now I'm at a place of a heating plant. То есть он прям записывает на фоне этого выступления, там, включение в эфир, комментарий, я здесь, я вот, смотри, вот эти элементы, там, ЛЭП, вот, смотрите, разрушенные стены, Рютте здесь, генсек НАТО. Absolutely. There's no military aim at all, not just here. Дякую за вашу роботу. Дякую. Благодарят за работу.
Спасибо, спасибо за работу. Построили, значит, смотрите, это же Советский Союз, елки-палки. Значит, выстроили этих спасателей, построили их в рядок. И Рютте идет, и Шмыгаль. То есть, если раньше водили по Буче, помните, Буча, сейчас водят по этим ТЭЦ. ТЭЦ одна, ТЭЦ другая. Вот, смотрите, разрушено. Что он может привнести в ремонт, разбор завалов? Зачем он там нужен? Никто не знает ответ на этот вопрос. НАТО, оборонный блок, что там есть? Энергетики какие-то, да, или кто там, не знаю, ну, спасатели, может, там есть какие-то отряды. Ну, кто будет завалы, чтобы помогли разобрать? Или подсказали, как правильно вот этим ребятам, которые там, их немного на самом деле на этом объекте. Их немного. С этим экскаватором что-то пытаются разгрести. Я вам показывал в прошлом шуме, когда там идет, матерится просто, на чем свет стоит. Говорит, елки-палки, как? Что мы здесь забыли? Как это все? Ну, там Рютте. Он там исключительно для картинки. И приезд его был исключительно для картинки, чтобы не публично и кулуарно сказать то, что нужно. О чем он проболтался? Вообще противостояние НАТО и России, история абсолютно перестает быть какой-то такой умозрительной. Сегодня очень интересное видео прислали с спутниковых снимков. Это Петрозаводск, граница с Финляндией. Старая военная база при Союзе возобновляется. Вот этот, значит, северо-западный военный округ набирает обороты. Поэтому Рюттебе туда заглянуть, в ту сторону посмотреть. Что там по Балтике, что там эти страны, которые Балтийское море перекрывают. Потому что сегодня ситуация с Ираном четко показала, да? Двинулся, так сказать, нефтяной танкер американский, как бы настиг, или встретились они, военно-морской корабль, и все, как бы все закончилось. Ровно там же, в Балтике, может быть то же самое, обострение, оно как бы налицо по поводу этого. Но Рютте интересно походить на фоне разрушенной ТЭЦ. Разрушенной ради НАТО, ради членства. Помните Зеленского, Шмыгаля, Стефанчука, как они подписывали заявку в НАТО? Это ж Крютте. Ну, тогда был не Рютте, но Крютте. И он теперь ходит на фоне развалин. И никто им не сказал, что это полное поражение и проигрыш. Абсолютно никто. Но тем интереснее будет, а как же подпись ставить? Рютте сказал, что Зеленский будет подписывать. А получается, что подписывать как бы некому. Наталка Мосейчук тут повстречалась недавно с добровольцем Березой. Ви готові поставити свій підпис під мирною угодою? Ні. Ні. Я не готовий. Ну и все. Сейчас он так аргументирует, что мало не покажется. Але комусь, навіть якщо це призупинка, його треба буде поставити. Ні, ну буде призупинка, це, Ну, знаєте... Путін каже, з Зеленським мені ні про що говорити, я з ним не хочу. Тоді хто? А що ця собака повинна вирішувати, кого ми повинні вибирати? Ми вибрали. У нас є Конституція. От давайте, я не хочу... От, знаєте... А что ты так нервничаешь, Береза? Чего ты так нервничаешь? Тебя спроси, опять-таки вопрос прозвучал. Так кто? Чоловік, якого 26 років підряд вибирають без альтернативи, розповідає величній нації. Да, нас там 30 мільйонів. Але чому нам буде розповідати якась облізла макака, кого ми повинні вибирати? Какая-то облезлая макака величественной нации. Да, нас 30 миллионов. Мы маленькие, но гордые. Только буквально вчера же, ну, относительно было 50, да, было 42. Не, а кто там будет? А почему? А потому у нас Рютте ходит, вон, смотрите, по развалинам ТЭЦ. Кто нам будет это говорить? Полетели нарративы, что это они нам будут говорить, кто будет подписывать, чего это они будут говорить. Тут даже депутат, который Мережко, это профильный депутат по иностранным сношениям в парламенте, тоже говорит, не Путин, вообще с ним ничего подписывать не надо. Это не то существо, говорит. З Путіним вже немає сенсу про щось говорити, розмовляти. Це абсолютно не та істота, з якою можна укласти якусь умову і вірити в те, що вона дотримуватися цієї домовленості. Поняли?
Нельзя с Путиным. Вот, это существо. Мережка. А навіщо тоді українські топ-посадовці, включно з президентом, заявляють, що вони готові зустрічатися з Путіним? Як ви думаєте? Ну, політично це правильна заява, тому що президент демонструє, що він готовий з будь-ким зустрічатись заради досягнення і реалізації інтересів держави. Казалось бы, простой вопрос. С Путиным нельзя подписывать. А чё Зеленский говорит, что это правильно политически? То есть вот эта вся история, вот почувствовали разницу, да? То есть с Радио Свободы девочка, да, и вот Наталка Мосейчук. Говорит, подождите, как нельзя с Путиным подписывать? А мы же говорим, мы же будем подписывать с Путиным. И Зеленский, Рютте уже говорит, Зеленский будет подписывать с Путиным. Но это правильное политическое заявление. Есть вообще такая мысль, что задача максимально затянуть, чтобы условно там Россию раскрутить на мобилизацию, чтобы Россия там, вставай, страна огромная, чтобы они вот это пошли, вот это все, там, довести до пика этой эскалации, чтобы там сорвало с петель все, и вот они как поперли, а потом это все довести до какого-то чуть ли не ядерного цугундера, ну и потом как бы снять все сливки с этого. Тогда будет вот Иран, что-то наподобие Ирана, понимаете? То есть вот такое впечатление России у этих людей, и они думают, что можно просто обмануть. Но только Мережка обманывает сейчас украинских зрителей, которые это, например, слушают. Да? Что, погоди, что значит не надо подписывать? То есть Зеленский врет? Да, Мережка прямо признает, Зеленский врет. То есть делает политическое заявление, за которым ничего не стоит. Браво, Мережка! Браво! Они все картинно выделываются и используют эти обстрелы, используют тяготы и лишения украинцев. Вот вам, пожалуйста, посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она показала, как спала эту ночь в ванной из-за массированной атаки. Сегодня я спала в ванной снова. И это была очень громкая ночь, написала она у себя в Facebook. Это все понесли, растиражировали. То есть для Рютте сфотографироваться или включиться на фоне разбитой ТЭЦ, это сидит в ванной, понимаете? Вот у них, вот уровень политики. Вот уровень политики. Но ни Матернова, ни Рютте, это им уже плевать абсолютно, что, например, сегодня Белгород в блэкауте. Ну, то есть вот дорога, непосредственно в городе, автомобилисты на регистратор пишут «блэкаут, пожалуйста». А потом задаются вопросы. Так, подождите, мы не будем как бы оповещать, как мы будем отвечать. Вот, мол, после перемирия, видите, счет 1-0, сейчас вот типа 1-1. Только давайте будем откровенны. Абсолютно несопоставимые по силе собственно, удары были нанесены. Несмотря на то, что там в таком городе, тоже областном центре, как блэкаут, это, конечно, очень серьезно. На самом деле в Украине атаки куда более страшные. Ну, во-первых, да, сегодня атаковали цирконы. ПВО хвастается, что сбило один из них. Сбить его можно только Патриотом, и то на падении, как говорят специалисты, потому что очень опасная ракета. Сегодня поднимались в небо уже после этой атаки к вечеру ближе МиГи, но вроде пуски кинжалов не подтвердили, но удара и утреннего, прошлой ночью ночного хватило. Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році. Що буде зі світлом? Цієї ночі Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. Було атаковано енергетику 8 областей. І це під час найсильніших морозів. Під атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії. Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждала теплоелектростанція ДТЕК. Також ракетами і дронами атаковано об'єкти ДТЕК на півдні Одеської області. Тисячі людей залишилися без світла. Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега, зокрема Дніпровський, Дарницький райони, вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі наразі діють погодинні графіки. Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається. Свет держится. И ДТЭК тоже держится.
Но не везде. В Харькове, например, сразу сообщили, что ТЭЦ, которая основной поставщик тепла, вышла из строя ТЭЦ навсегда. Є загальна така інформація про важкі ушкодження однієї з провідних ТЕЦ міста Харкова. Відповідно, Терехов сказав про 800 будинків, трохи більше, з яких повинні сьогодні почати зливати воду, бо відновлення цієї ТЕЦ наразі неможливо в цей момент, скажімо так. Що ще можна додати, є проблеми з електрикою. Можна уточню, пане Богдане, чи почали вже зливати воду і про яку кількість об'єктів можемо говорити в будинках, яких вже це зробили, чи ще ні? Нема такої інформації, загальна інформація про 800 будинків, подробиці, і навіть район і ТЕЦ намагаються не називати, щоб не так, давати лише інформацію для ворога. Тому маємо, що маємо. Ну, то есть, смотрите, это тоже какой-то цирк они устраивают, по примеру Киева, теперь как бы и в Харькове. Все прекрасно понимают, что ТЭЦ-6, например, закрыта навсегда. ТЭЦ-5 еще работает. Сегодня появились спутниковые как бы снимки, где дымок. Ну, дымит. Да, и вот, над Киевом дымит вот это. Там Трипольская ТЭЦ, которая давно уничтожена. Гляньте, смотрите, там что-то дымит. То есть, да, и вот бьют, вроде как в хлам же разнесли, а что-то дымит, что-то смогли запустить. Поэтому это как бы мертвому припарке. Там, мы не будем говорить, потому что враг не узнал. Не узнал что? Где у вас ТЭЦ, которая разбита? Странная історія. Електриці, значить, продовжую. Метрополітен працює з затримками, тобто там від 10 до 20 хвилин між потягами буде інтервал, в залежності від лінії метрополітену, яка працює. Що стосується наземного транспорту, теж є обмеження на деяких лініях трамвая і тролейбуса. Їх замінили автобуси, не в цьому місті, але окремі, там є на сайтах міськради, ці напрямки, вони розписані, де зараз курсують саме автобуси. Обмеження подачі електрики також є і, звичайно, і в будинках містян. Що стосується інших послуг, вода холодна, гаряча подається там, де, звичайно, в інших районах міста Харкова. Це все працює. Що ще можна додати? Атакували дуже довго і дуже масивно, скажімо так, цієї ночі. Я особисто чув удари кабів, які... На слух уже кабы различают. Я лично слышал удары кабов. Були тут буквально поруч дергачі, і вони не долітали до міста Харкова. 5 кабів зірвалися в дергачах, там є 2 постраждалих людей. Що ще додати? Електротранспорт, пане Богдане, як працює зараз? Чи є зміни в його роботі електротранспорту в Харкові? Ну, транспорт працює, я вам Маю називати наземний. Наземні трамваї, тролейбуси працюють, але є деякі маршрути, які відмінені в зв'язку з тим, що не вистачає потужності електроенергії, і вони замінені на автобуси. Представляете, не хватает потужности, ну, мощности. И все хорошо, но вот что-то вот бьется в глаз. Вот ты смотришь на вот этого там, да, товарища Ткачука, думаешь, что такое? Флаг сзади него. Националистический Харьков. Красно-черный флаг. И он рассказывает о том, что все, привет. Тобто дизеля вже виїхали, дизельні автобуси, які виїхали на маршрути. І заміняють собою на цих лініях трамвай і тролейбус. Тобто така ситуація в різних районах по-різному, в залежності від наявності електрики і цієї потужності. Потужность. Потужно. Там портрет Бандеры, наверное, еще рядышком. А чего нет? Ну, самое время. Как бы, красно-черный флаг он и согреет. Портрет Бандеры еще и как бы подсобит. Днепр. Тоже тяжелейшая атака. Місто Дніпро в ніч з 2 на 3 лютого пережило наймасштабнішу таку ракетно-дронову атаку. На зараз ми бачимо більш ніж 5 локацій, де постраждали, в першу чергу ми бачимо постраждалий об'єкт енергетичної інфраструктури. В одному із районів Дніпра на зараз ще відсутнє теплопостачання. Працюють енергетики з тепловиками разом з комунальником для того, щоб найшвидше відновити теплопостачання в тих будівлях, де на зараз його немає. Це близько 8600 абонентів взагалі. Окрема ситуація щодо пошкоджень критичної інфраструктури, транспортної інфраструктури. Там ситуація більш стабільна. Зараз в місті Дніпрі по енергетиці діють графіки погодинних відключень, водопостачання, водовідведення стабільно працює. Тому ми бачимо, що до відновлення досить позитивний прогноз. То есть у него позитивный прогноз, понимаете?
Ну, да, самая мощная атака, ну, у нас позитивный прогноз, все хорошо в Днепре. Бейте еще, нормально. Ну, вот это точно так же, как вот, знаете, как говорят, вот ударили, вот Киев, да? Так есть тепло, чего вы? Ну, смотрите. Теплотрасса прорвала, да? Вот она, прорвала. Пар идет, значит, тепло есть. Если есть тепло, значит, не все так плохо. Только проблема в том, что это прорвало как бы не от удара. Ну так, не столько от удара. Это просто прорвала теплотрасса. Это значит, куда-то шло, и все хорошо. То есть все нормально. Все стабильно, все в порядке. Успокойтесь. Ну а спасатели, конечно, сегодня поразили. Вот такое видео запечатлели. Ночью, когда гасили в Киеве, в том же Киеве, гасили многоэтажку. С 16 этажа вода, которая ночью, да, вот, стекала, лилась фонтанчиком, замерзала. Градинки падали. Вот такой мороз был. И вы знаете, конечно, диву даешься, что в эти морозы все вот так вот хорошо, но когда начнет таять, будет еще хуже. Об этом говорят люди, которые плюс-минус знакомы с физикой. Материал сжимается, расширяется, в общем, и привет. И трубам, и всему остальному. Ну и, конечно, атакуются еще другие объекты. Запорожье, да, ближе к вечеру атаковали. Погибли там 18-летний парень и девушка. Ёбаная русня, тварюки. Ну, в общем, ругаются люди. Понятно, что они во всем винят, конечно, да, противника. И действительно, как бы, ну, это удар был по спальному району города Запорожья. Кто что ударил, непонятно, но какую цель преследовал, кто, вот по спальному району. Бьют по городам, бьют по домам. Салтовка, дневной Харьков сегодня. Вот это последствия прилета дрона непосредственно в жилой дом. Вот так же. Два этих залетело, 2 дрона, женщина плачет. И это все как бы поддерживает эту потужность. Смотрите, то есть мэр в порядке, да, там говорит, да, там тяжело, ну ничего страшного. ТЭЦ невозможно восстановить, ничего страшного, новую построим, маленькую построим. А вот смотрите, прилеты по домам, это вот вам бьют конкретно по домам, по вам конкретно бьют. И так это все и, в общем-то, подают. И это поддерживает уровень ненависти, готовность сопротивляться и риторическую такую озлобленность. Ну и медийный определенный фон со стороны Украины. Ну и Рютте, конечно, вот смотрите, бьют же по гражданскому населению. Я обязательно передам Трампу. Возникает только другой вопрос. Как вообще на этом фоне... Ну вот если вы позволяете, и действительно, вы, имеется в виду власть, военные, партнеры Украины позволяют, чтобы били по простым мирным жителям. И отчитывайтесь о рекордах. За прошлый год 2220 дронов поразило только Центр Альфа СБУ. Вот такое потужное видео сняли. Там один даже беспилотник «Орион» за 5 миллионов. 5 миллионов долларов. Какой-то там, да, очень модный поразили. СБУ, конечно, отчитывается. И такие дроны, и сякие поражают. Представляете, другими дронами. Дроны-перехватчики. Так а где же дроны-перехватчики непосредственно, ну, для того, чтобы людей защитить? Последствия ударов нам вообще непонятны, потому что о них не говорят. Да, там статистика говорит одно о прилетах, а по факту получаются последствия совершенно тяжелее, чем нам пытаются преподнести украинцы, украинская сторона. Это Броды. 27 числа был удар по Бродам. 27-го. Горит до сих пор.
было заявлено, что это как бы объект нефтегаза. Нефтебаза, нефтезавод, нефтепереливная станция. Короче, нефть. Нефть. А люди в этот момент, когда им говорят одно, показывают, смотрите, по вашим домам бьют русские, они пытаются, ну, кто-то пытаются вообще разобраться, да, что происходит в украинской-то политике, потому что там тоже много интересного. На фоне тотального обнищания, это статистика по госдолгу, который за прошлый год вырос более чем на 9 триллионов гривен, это 30%. Причем львиная часть госдолга и гарантированного долга – льготные заемы, полученные у международных финансовых организаций и правительств иностранных стран составляют. И вот тут вот, пожалуйста, структура долга в разрезе кредиторов или в разрезе валюты. Ну, то есть вот так выглядит. Потужно. Потужно должны. И потужно пытаемся локотками отодвинуть друг друга от корыта. Корыто выросло, ну, долг вырос, значит, денег больше, и корыто немножко подросло. И в этом корыте начинают шевелиться возле него, толкаться и распихивать друг друга разные свиньи. Юлия Мендель сегодня вышла вот с таким постом. Значит, она сообщила, это обсуждалось несколько дней, что Ермак – ведьмак. Ну, короче, у него там экстрасенсы, у него там, в общем, браслетики, куклы Вуду в сундучке, люди эти помирали, вода с покойников, он привозил каких-то из Южной Америки непонятных шаманов. И... Ой, ну и потом она берет и пишет вот это. Ермак вербовал мужчин через постель в свою секту, а потом дарил им магические браслеты. Ну и, собственно, там целая плеяда, так сказать, товарищей. И Буданов с браслетиком, опубликованный Мендель, и Зеленский, и глава НБУ Пышный. Это, по-моему, Мотовиловец, депутат, по-моему, да, могу ошибиться. Ну да, он, наверное. Это вот Кулеба, представляете, тоже. Вообще это, конечно, требует прям разбирательства серьезного. В смысле? И через постели дарил браслетики? Помечал, что ли? Как вот на самолетах ставят эти, рисуют ракеты, да, какой самолет сбил, или там вражеские самолеты, какие цели поражены. Ну, понятное дело, что она отбивается от критики, потому что на нее наехали, сказали, ты это все придумала, негодяйка, чё ж ты молчала раньше, а сказала только сейчас, когда его сняли. Но ходит информация, что Ермак-то никуда не делся, он кулуарно остается руководить всеми абсолютно. Даже «Украинская правда» это подтверждает. Цирк, конечно, а не публикация. Буданов отказался от кадровых чисток, оставил в офисе президента Татарова и Мудрую. Вот прям сидел, говорит, нет, я все-таки, у меня другой стиль, я глава разведки, я Буданов, я отказываюсь от кадровых чисток. Кадровые чистки не так популярны. Но депутаты же тоже как бы шевелятся, тоже локотками, несмотря на то, что их мало пришло к Рютте сегодня, они тоже пытаются выбиться за место под солнцем. И очень интересно, выходит депутат от «Слуги народа» Горбенко и выдает очень интересные планы на власть депутатів і чиновників. Зараз обговорюються пропозиції щодо, ми якраз коли перезавантажили антикорупційні органи, то запровадили проходження поліграфа раз на 2 роки. Полиграф раз в год-два. Полиграф. Ты чиновник, ты депутат, иди на полиграф. Но он говорит, некоторых чиновников. Наверное, з опозицією. А з опозицією на поліграф. Тому такі пропозиції зараз обговорюються, що всі інституції у державі, всі перші керівники, а також законодавці, тобто це народні депутати, повинні будуть проходити цей поліграф раз на 2 роки, щоб очистити цю владу, і щоб вже 10-те скликання Верховної точно не було таким іспанським соромом, коли 15% мають підозри. Ну, то есть 15% парламентов имеют подозрения, значит, надо очищать, это испанский стыд, это стыдно, это ужас, надо очищать
Погодите, так вас же выбрали, вас же очистили от вот тех прошлого созыва. А новый созыв, он будет на полиграф ходить. То есть вы понимаете, за что их держат? Вот вообще. И за что держат всех нас? Ведь раньше депутат имел какую-то защиту. Да? Раньше депутат неприкосновенность имел. Даже там депутаты должны все вместе проголосовать, чтобы одного, как вот, знаете, Дом-2 или вот эти всякие там «Выжить в Дубае», там какие-то «Последний герой», какие-то реалити-шоу, там «Звезды в Африке», вот это все. То есть ты должен, вот все депутаты собрались и выдали тебе черную метку, выгнали тебя из команды. Ну хотя бы так. Ну, чтобы не преследовали этих депутатов. А сейчас у них нет, значит, неприкосновенности. У них там куча папочек. Они вообще никто, эти депутаты. То есть даже платят из партийной кассы, если раньше платили, там много, а сейчас там $5000 в месяц. Это копейки. Раньше по $1 миллион за голосование разносили и заносили разные олигархи. А сейчас вот $5000 еще и на полиграф тебя. Ох как украинская политика мельчает. Надо с этим что-то делать. Но я полагаю, что придумали, что делать. Значит, опубликовали рейтинг. Что известно о лидерах доверия среди, скажем так, действующих и бывших военных среди украинцев? Ну и тут поехали там. Залужный, Буданов, Сырский, Белецкий. Да? Рейтинг, говорят, подрос у Буданова после назначения. Представляете? Подрос у Буданова. Что интересно и что характерно. За первый месяц работы в офисе президента. Ну и там за первый месяц работы, например, в позиции там, Залужного, да, позиции посла. То есть очень интересные, скажем так, моменты. А Белецкого проще написали. Белецкий в топ-4 по уровню доверия среди действующих военных. По результатам январского опроса КМИС Белецкому доверяют 45%, а не доверяют 13%. По данным июньского опроса социса доверяли 35 опрошенных украинцев. Сейчас, видите, растет у всех. Ничего себе. Доверие. Вот этих бы людей в политику. Вот они прямо молодцы. А Буданов как должность ему помогла. Хотя разные политологи, аналитики говорили, ну что вы, Буданов, это замазаться об Зеленского, рейтинг сразу утопится, его отправляют на бессмысленные переговоры. А что не так? Завтрашние переговоры, какой смысл будут иметь? Тоже ведь большие вопросы. И на рейтинг абсолютно ничего не влияет. Вот депутаты, к ним приходила Калмыкова, да, это министр. Гетманцев пишет. Послушали Калмыкову. Пропагандист войны, ухилянт Петров уволен. Значит, а по поводу директора военного кладбища, мемориального, национального, которое ему предоставил Бронь, проводится расследование. Вопросов к министру нет. Она адекватная и как бы нормальная дала объяснение. Важно, чтобы директор, который подделал документы про работу, в кавычках, и Бронь черта, понес соответствующее наказание. То есть тут очень интересный момент. То есть Петрову наказания никакого нет, а это просто так сидел, как бы, да, вот директор военного национального кладбища. Так, надо бы мне Бронь кому-то выдать. Выдам Петрову. Будет у меня за информационную работу на кладбище отвечать. Ну а почему чертом называют Петрова Гетманцев? Потому что тут его кусал, вообще много кого кусал, покусывал, но ему же тоже есть что вспомнить. И вспоминают, где он еще молодой, ой, чего наговорил за свою жизнь. Что русский язык и русская культура должна быть нашей, русская православная церковь должна быть у нас,
У нас не українська православна церква должна бути, у нас должна бути руська православна церква. Єдиний подарунок, який зробить мені Олег Барна, то після того, як я з ним закінчу, то він просто проковтне. Ну, в общем, Барна это... Он погиб на войне, бывший народный депутат, тот, который Яценюка, помните, с цветами за причинное место вытаскивал с трибуны. Олег Барна гірше російських військових. Я не хочу, щоб війна закінчилась. Мені в ній дуже комфортно. Мне очень не хочется этого говорить. Вот, но, ребята, у них там никто ничего не пи***. А у нас, реально, за последние 3 месяца пи***ли то, что не допи***ли до них. Если бы это была война там с Румынией или с Польшей, то я бы, наверное, пошел. А так я, конечно, если меня там будут загребать в армию, я буду упираться всеми руками и ногами. Я как человек, который для себя сделал определенные выводы, абстрагировался от всей этой суеты и этой войны. Все стали смотреть на все со стороны. У меня нет русских врагов, у меня нет украинцев врагов. Мои друзья, вот мои хорошие приятели воюют и с одной, и с другой стороны. Я могу поздравить всю украинскую армию, которая стреляет по мирным городам, и вот вам человек говорит, что там нет ни одного ополченца. А ходити казати, давайте закінчимо війну. Навіщо закінчувати війну? Чому? Давайте закінчимо війну. Що ми будемо робити? Гинуть люди. Скільки? Які люди? Військові? Люди гинуть завжди. І ті військові, ті люди, які зараз гинуть під час цього військового конфлікту, це не найбільша трагедія України. Їх не настільки багато, щоб називати це трагедією держави. Давайте. Ну, вот так. То есть, собрали уже нарезки, уже ему вспоминаю там высказывания далекие, но жажда крови и порвать Петрова, оно же как бы от сегодняшних, последних вот этих вещей происходит. Значит, тут вам Ермак-ведьмак, Петров, который на офис работал при Ермаке, вот он вот такой нехороший человек, сейчас вот учуяли, налетели, ох, какая будет драка смачная в украинской политике, да, и всем повылазили вот эти все заявления. Ну, так можно много кому чего вспомнить. И представляете, сколько Зеленскому вспомнят заявлений? Один бессменный, прям человек с железной задницей, Подоляк остается. Ну, Буданов же чистки в ОП не хочет делать в офисе президента. Вот Подоляк и остался советником. Ну вот, пожалуйста, советует. Совет, который он дал недавно, это просто что-то с чем-то. Говорит, надо отходить от советского понимания Второй мировой войны, Великой Отечественной, в европейское, представляете? Доктринально нам необходимо перейти в полную сторону европейской оценки Второй мировой войны, прийти к историческим фактам, которые являются доминантными в Европе, в странах Балтии, в Польше и так далее, синхронизироваться здесь, да, и абсолютно точно нам надо выйти из парадигмы советской интерпретации истории Второй мировой войны. Она лживая, еще раз подчеркиваю, многое там неправильно. Неправильно, лживая советская история, надо из нее выйти. Так а куда заходить? В Европу. Это не значит, что я говорю, надо все ломать, там сейчас прямо. Но как раз в этом и задача государства. Проанализировать, сценарно посмотреть, как мы дальше двигаемся, синхронизировать с нашими партнерами или там друзьями. Вот, например, если мы говорим о событиях 43-го года в Новолыне, да, надо работать с нашими польскими коллегами. Надо работать с польскими коллегами. А польские коллеги прям ждут, чтобы вы поработали над волынской резней. Не надо нам советские, как бы учебники советского ничего. Ровно 2 дня назад музей Великой Отечественной войны, он называется просто сейчас Музей войны. Раньше был музей Второй мировой войны, потом поняли, что там же сейчас война идет между Россией, поэтому это в принципе, да, вот Музей войны. И во время прошлой ночи удара, да, дронами, ракетами, повредилось как раз-таки вот то место, то здание, ну вот у подножия самой Родины Матери. И тут, представляете, русские обстріляли Родину Мать. Тут біля заправки поблизу моста Патона. Це сталося цієї ночі. Сам шахет, очевидно, був збитий в надзвичайній близькості до монументу, тому що, як мені здається, підтвердженням цієї версії є пошкоджені вітражі Національного музею історії України у Другій світовій війні, а саме конкретно зали слави. Це особливий зал, який увінчує над нами сама скульптура Батьківщини Мати. На пілонах мармурових, ви бачите, золото викарбовано імена героїв Радянського Союзу. І це найбільш урочистий хол і місце пам'яті про героїв Другої світової війни, про переможців нацизму у Європі. И, Не, это победители нацизма в Великой Отечественной войне. И надписи там на русском, по-русски написаны имена и фамилии героев Советского Союза,
и ровно такие же надписи, но снаружи вы убрали, они касались конкретно этих людей, что их имена, ну, как бы навечно, будут помнить вечно, да? И вот, и он сейчас, через 2 дня он стоит и страдает, да, возле этих же имен. За моєю спиною ви бачите 5 вітражів, які були пошкоджені різною мірою, пошкоджені вибуховою хвилею після збиття шахеда. Я хочу сказати, що... Так что не надо было сбивать шахет? Савчук, Юрий, ты определись. Музеєм було вжито невідкладних заходів, і ми змушені були залити воду, тому що це приміщення опалювалось. Ми підключили генератор, який забезпечив функціонування водяної та електричної завіси для того, щоб цей холод і не пропустити зали. Музей не зачинений, музей очікує своїх відвідувачів, просто буде унеможливлений допуск саме до цієї зали і до цієї території, де будуть здійснені ремонтні роботи. Ми отримали всю методичну рекомендацію від Міністерства культури Украины. Ну, в общем, будут ремонтировать, представляете? Но идеологически, конечно, да. Мы должны входить в Европу. А русские, смотрите, разрушают историю Советского Союза, от которой же отказались, которую переиначивают. Якісь інші запасні частини, які наші співробітники назбирали, виявили ось тут внизу, біля моста Патона, куди впали рештки. Цієї ночі пошкодили автомобілі, пошкодили автозаправну станцію. Значит, упали с неба вот эти обломки. Что за обломки, непонятно. Но самое главное, что это, он считает, что это обломки, которые, вот, ну, я так понимаю, рядом сбили этот дрон и ударной волной, какими-то частями повыбивало витражи. І ось це фрагменти, які стануть частиною нашої колекції, саме головне доказом злочинної діяльності Російської Федерації. А какой? А какой? Ну, она там уточняет, то есть это будут будущие экспонаты. Говорит, да, это будут будущие экспонаты. Это будут вот для истории мы сохраним. Все в семью. Ничего не пропадет. И будут вот эти дроны потом показывать. Те дроны будут показывать, наверное, уже к тому времени, когда это все, как бы экспозиция, ну, там есть экспозиция, она открыта, с 2014 года, там еще какие-то моменты, они же теперь сделали в принципе, там, это войны, музей войны, там все экспозиции, современные в том числе, они вот выставят и будут говорить, вот смотрите, россияне бьют по советскому наследию, которое ломается, доламывается, разрушается, переводится на украинский язык, потому что деколонизируется. А этот дрон, который прилетел и беды наделал, который, он же с таким придыханием говорил об этом зале, прям с такой любовью, запыханный. А этот непосредственно, да, дрон, это тоже будет часть экспозиции, представляете? Вот так и живут в Украине. Вот так и живут. Вот как с памятью, я вот прихожу в последнее время к выводу, что как с памятью, так и с молодым поколением обходятся. Ровно одинаково. В Украине это проснуться по будильнику в 7 утра, чтобы встать, помыть голову, сходить в душ, накраситься. Потому что в 10 выключат свет, и его не будет целый день. На этом все. На этом все. Всем пока. То есть, так люди живут. Вот о Великой Отечественной войне, например, вот эта блогерша, да, которая там красится, в 7 утра встает, потому что воды потом не будет, голову не будет чем помыть, она не узнает. А зачем ей? Она будет знать там какой-то, может быть, музей, какую-то вот эту новую историю, которую Подоляк ей расскажет. А почему? Да потому что русские. Все будут с ностальгией вспоминать, вот, например, вот эти мотивирующие в одной из киевских многоэтажек, ну, вот эти номера этажей. Да? То есть, смотрите, 14-й – сильные ноги, сильный дух. 15-й – лифт не сжигает калории. 16-й этаж – тут формируется уверенность. 20-й этаж – ты непобедимый. И ты так вот идешь, света нет, лифт, понятное дело, не работает, там дубарь, холодрыга, канализация замерзла, не замерзла, трубы порвала, не порвала, но ты непобедимый, непереможный ты.
И вот от этого, ну, скажем так, этой параллельной реальности у людей, конечно, срывает башню. Потому что можно быть долго непереможным и везде. И в Киеве, может, действительно можно быть непереможным, хотя людей в Киеве достало много, да? Но давайте честно, люди перекрывают дорогу в разных городах, в том же Киеве на Троещине. Сегодня, например, перекрыли дорогу в Одессе. Несправедливо распределяют свет. Ходят по пешеходному переходу, не дают проезжать, к себе внимание. Внимание пытаются привлечь. А это родина Зеленского. Родина президента Зеленского. За 48 часов свет этим людям дали один раз на 7 минут. Вот они сегодня и вышли. Советуют, как правильно, растягиваться, чтобы машины не проскакивали. Они же рассчитывают на пробку. А вот что люди говорят. Тому що діти постійно без світла, і вони не можуть долучатися до уроків. Це не навчання. І тоді, коли є хоч пару хвилин, оці годин, щоб можна було попрацювати в цьому 42-му будинку, його просто немає. І це вже не перший раз. ДТЕК каже, що це робота ЖЕКа, ЖЕК каже, що це робота ДТЕКа. Все. І все тільки обіцяють. Заявки приймають, але ніяких дій ніхто не робить. Ну, то есть мужчины работают, заявки принимают, никто ничего не делает. Никто ничего не делает. И речь не в блэкаутах. Вот нам создают очень такую ложную картину, что вот эти люди, которые перекрывают дороги, они там какие-то такие дурные, ну, мол, вы что, не видите, какие обстрелы сумасшедшие. Нет. Ломается все. Наладан дышит. Все рушится. Понимаете? Рушится. По-настоящему рушится. А в этот момент, да, в Киеве, ну, например, вообще как бы по-другому некоторые себя ведут, хайпуют на этом моменте. История, которая меня лично поразила, и я хотел бы с вами ее обсудить в комментариях, прям очень интересно. Это история одного из блогеров. Блогеров. Ну, вот этих модных, молодых студентов, тиктокеров. Значит, когда была вот эта волна, он сам себя прозвал, ну, вообще-то модно сейчас у молодежи, например, да, волна с Тиной Кароль, да, когда все перепевали песни, все были возмущены, вот ее песни, и она там выходила с извинениями, тоже в шуме мы это обсуждали. Вообще-то модно там, да, вы хотите там, например, писать себе там «дочка Коломойского». Я видел такие аккаунты, например, там, «я дочка Коломойского», и она как бы себя позиционирует в интернете вот так, и вот это вот все, и все люди там смотрят, и там уже залипают на контент, не залипают на ее контент, то есть останавливают, собственно, на ней выбор или нет. А он написал, что он сын Тины Кароль. Но парень прикручен, видимо, там крипта, видимо, какие-то моменты. В общем, дуреет он. Он берет лимузин и катается по Киеву. До университета на лимузине покататься с девочкой. Опа. Ку-ку. Как твои дела? А ну, зачем эта палка? Юля. Девочка с Данечка. Тебе мешает вот это? Надо убрать. На. Знаешь что? Снимай, я тебя научу. Ну, то есть они отдыхают, у них все отлично. Наверное, там позиционируют себя какими-то криптонами, зарабатывают легкие деньги, живут свою лучшую жизнь, снимают лимузин. Там много на самом деле у этого человека видео. Они там с пацанами, тоже с телефонами такими же, да, вот эти там пачки денег снимают, там лимузинчик, там бомжа могут завести в лимузин, дают ему по 500 гривен, там что-то, он им там поет, веселит в этом лимузине, им самим тоже прикольно, типа поржать, ничего себе, ну вот бомжа в лимузин.
собственно, да, ну, так сказать, привели. И вот возле этого университета, ну, это Красный корпус Киевского национального, опять-таки, да, он там з бабкою поругався. В країні світла немає, немає тепла, люди мерзнуть, а вони з вогниками тут роз'їздилися в своїх лімузинах. У мене світ є завжди вдома. Нічого. Мажори. А вас Там нема? нічого не вартий, там нічого заробити не можеш. Депутатський синочок такий, А, подивись. да? Роз'їздилися тут. Конечно. Пояснюю. Ну, то есть он поругался с бабкой, ну, с прохожей, да, с какой-то женщиной. Бабуля его обложила, говорит, ты депутатский сыночек, вот тут всем тяжело, а вы тут ездите, колесите, так сказать, с фонариками, со светомузыкой, со всей остальной историей. Ну и казалось бы, да, ну он там себя, я сын Тины Кароль, вот это все, хайп, ловят хайп. У молодняка вот такой, как бы, ну, такой вкус жизни. Бабки есть, они там снимают, там девочки отдыхают, дискотеки. Но тут он сцепился с этой бабкой. Видео, кстати, много набрало просмотров. Но тут я вообще не понял, если честно, что происходит. Вот правда. По одной простой причине. Сегодня полиция Киева публикует вот этот материал. Значит, вот этот, собственно, блогер. И это же потрясающе, как они описывают эту ситуацию. Заголовок. Устроил хайп на фоне блэкаутов. Полицейские, как бы его к ответственности привели. В столице, где тысячи людей остаются без света из-за российского террора, отдельные контент-мейкеры продолжают искать популярность любой ценой. Так, во время мониторинга соцсетей правоохранители выявили видео, на котором 21-летний местный житель в арендованном лимузине с ярким освещением разъезжает центром Киева и демонстративно как бы хвастается пачкой денег. Дальше, для более эффектной картинки, правонарушитель, то есть, смотрите, он уже правонарушитель. Он устроил хайп, он взял лимузин, у него там, он снимает себе видосики, у него пачка денег, он ходит, он же думает, что он в свободной стране, в безопасной стране, он же думает, что он же не в Сомали в каком-нибудь, да, вы попробуйте там в каких-нибудь ходить с пачками денег, если вы там, он же свободный человек, молодой хлопец, он же думает, что все хорошо, что его защитят. Нет, он уже правонарушитель. И вот пишет же полиция. Дальше правонарушитель спровоцировал конфликт с прохожей, в ходе которого откровенно, пренебрежительно отвечал на неуважение пожилой женщины. Ну, конечно, типа провоцировал конфликт, хотел, в общем-то, вызвать негодование у своих подписчиков. Правоохранители прям задержали его, отчитались. Админ-протокол, статья 173, мелкое хулиганство. Показали прямо его, сфотографировали. Не видел извинений на камеру. Но это же просто какой-то лютый трэш. То есть, смотрите, вот этих всех пранков, вот этих всех тиктоков, вот этих всех вот такого рода поведения на самом деле много. Ну, там много кто подобные штуки снимает, там люди собирают свои аудитории в ТикТоках, но опять-таки, он же сам говорит, а что я нарушил? Ну, то есть, ну, поскупся с теткой прохожей, ну, бывает, с кем не бывает, да? Он хвастался пачкой денег, снял себе лимузин, а он светился, музыка играла, девочка там у него танцевала, и он раздражал таким образом пожилую женщину, и поэтому все, хулиганство. Понятно, там штраф такой, там это все с пачки денег там немного уйдет, чтобы его заплатить, но сам факт, его прям пришли к нему полицейские, его прям взяли, его сфотографировали, лицо замылили, отчитались, что вот он какой негодяй, тут борзеет, ходит. Но тут возникает другой момент. Я осуждаю этого парня, я его не защищаю. Действительно, там поведение вызывающее, поведение такого, ну, недостойное. Сказать, что женщина права, ну, права там по-своему, по-стариковски. Но с точки зрения
полиции меня вот это вот просто не дает покоя. То есть человек ни у кого ничего не украл. Он просто поругался с прохожей. Таких ссор может быть сейчас все на взводе. Да? Все на взводе. Он поругался, и ему влепили административку. Все, 21 год с этими пачками денег, с этими светящимися лимузинами. Так, а государство сейчас на чьей стороне? Государство, оно как бы арбитр. Оно должно пресекать там правонарушения откровенные, да, какие-то. А что он нарушил? Ничего. Он в комендантский час? Нет. Он каким-то образом... Да, он говорит, у меня свет есть. А так у многих свет есть. Вот у этих людей свет есть. Но его государство как бы наказало и показало, что полиция работает. Смотрите. По поводу его того, что он сын Тины Кароль, это, конечно, тоже интересно. Его в магазинах начинают узнавать. Представляете, на фоне этого скандала. Сын Тины Кароль. Я бачив відео, так що дзвони мамки, давай. Ты сын Тины Кароль. Говорит, я не сын Тины Кароль. Я видел видео. Говорит, абсолютно не старый мужик. И говорит, я видел видео, звони мамке. Мамки дзвони, ну що ти? буду дзвонити мамі, тому що в мене мама Я хочу другий розповісти їй, чоловік. який... А ви мене можете не чіпати? Ні. Не можу не чіпати, не можу не чіпати. Бо я на емоціях, вибачте, будь ласка, дзвоні мамки, я хочу дізнатися, чи вона знає, чим ти там займаєшся в лімузинах? Чим я займаюсь? На лімузині проїхався і хтось рандомний виставив, підписав Не заливай син Тіни мені Кароль. баки, що ти рандомний, що там хтось там... Я бачив відео, я бачив і жіночку, яка тебе сварила. Це не рандомно, вона підійшла, я знаю це. Так що давай, дзвоні мамки. Я все фіксую. То есть, смотрите, он вообще пошел дальше. Он его уличает, что эта женщина не просто так подошла, что это так специально, такой хайп, что это вот это все. Я мамке звони, давай своей маме Тины Кароль, давай звони. Сам мене знімати, вийди на вулицю, давай. Тихо, ви мене трогаєте, смотрите. Я вам поясню ситуацію. Я син вообще других людей. Все. На цьому Я наш тебе не розговор вірю. закінчений. Тобто, добре. Все, то, що ви бачили в інтернеті, це інтернет. Подзвони мамки, Все. поголоси дізнайся, По-другому що Тіни Кароль. все. Хорошого дня. Ну и понятно, он говорит, дальше потом, понятно, своим подписчикам решил об этой ситуации рассказать. В своей манере, не сдерживая эмоций. Произошла ситуация, ко мне доебается чувак, говорит, что я сын Тины Кароль, хотя это, блядь, выставили в интернет, просто подписали сын Тины Кароль, где я с лимузина выходил. Короче, это такой нахуй бред. Говорит, звони маме, чем я занимаюсь, нахуй. Ничем, нахуй, я таким не занимаюсь. Ну, чем он занимается, этот хлопец? Тут тоже снимают тиктоки. Понятно, что поколение там гиблое, понятно, что... Но это такое поколение. И насколько у этих взрослых поехала крыша. Насколько война впитала, насколько потужность Зеленского... Вот вы думаете, он будет воевать или вот его поколение будет воевать? Нет. Его, вот понимаете, в чем дело? Понятно, что он там какой-то прикрученный, мажор, простым некуда деваться. Они без образования, без возможностей, их загоняют только на фронт. Но по большому-то счету, все же смотрят и ищут себе там ориентиры для подражания вот в этой среде, у этого молодняка, вот в таких, ну, вот этих криптонах, легких денег, ничего не работаешь там, выучил 3 фигуры на трейдинге, покупаешь, продаешь, перепродаешь, снимаешь крутой контент, набиваешь подписчиков, вот это вот все. То есть, да, хайпуешь, пранки, песня играет, а ты рот открываешь, придумывать себе, что я сын Тины Кароль. То есть, да, это, говорит, интернет. Но ты же ему не объяснишь, что ты просто поймал эту волну. Есть у нас дочка Коломойского, сын Тины Кароль, не знаю, там еще кто-то. Это так модно. Это есть в ТикТоке такое направление. Там как бы назваться, что ты якобы там родственник кого-то. Да, там, может быть, внук Эпштейна. Сейчас вот тоже очень популярно. Вот человек пишет, я внук Эпштейна. И снимает видео, там, как залетает, он, там, кто-то нравится, кто-то плюется, но все смотрят. А потом встречают, а ну, звони Эпштейну, на тот свет. Понимаете? То есть люди абсолютно оторваны. Это разрыв поколений. Они не связаны друг с другом. Они не понимают друг друга. А эта война вбивает еще больший клин. И это видно. На протяжении недели точно, вот этой самой тяжелой, морозной, значит, на Русановке, это левый берег Днепра, на Киевском море,
собирают дискотеки. На Оболоне жгут костры до неба, люди пляшут, шашлыки жарят, собираются вместе, включают, поют гимн Украины, всякие песни, потому что людям делать нечего, и чтобы как-то не сдуреть в блэкауте, они вот это вот, начинают как бы группироваться дворами, на посиделки, на шашлыки, на какие-то там выходят, общаются и так далее. И этих людей тоже хейтят. Мол, смотрите, вы как бы демонстрируете, что мало вы нас бьете, нет ни у кого света и тепла. Но если этот, например, сын Тины Кароль говорит, что у меня всегда есть свет и тепло, то бывают случаи, когда и нет. И вот прям одна из таких участниц тусовок прям пожаловалась. Саме дівчина, яка зняла відос з Київського моря, який залетів, і на мене понеслось купа хейту. Дорогі мої співвітчизники, якщо вам муляє, що комусь зараз не так погано, як вам, то це ваша проблема. Значит, если вам муляет, что кому-то не так плохо, как вам, это ваша проблема. Якщо вам погано бачити, як іншим людям добре, то це ваша проблема, а Тебе плохо, ты смотришь, как другому хорошо. Это твоя проблема. не наша те, що нам було добре. Так, я зараз сиджу вдома, в 3 шарах одягу, в термобілизні, в шкарпетках і накриваюсь покривалом. Чому? Тому що в мене немає світла, тому що в мене немає тепла. Але це не заважає мені піднімати свій дух, іти і займатися своїм емоційним станом. Так, мені потрібно було поїсти шашлики, поспівати, потанцювати під музику. І що тут, бляха, поганого? Чому ви чіпляєтесь до того, що у людей машини є, які там, а не на фронті? Що там є чоловіки, які там, а не на фронті? Да ви що? Представляєте, у нас є ще бізнес, у нас є ще економіка, яка якось годує той самий фронт. А людям що треба? Абсолютно все продати, життя своє продати? А що далі? А хто тоді залишиться тут? Вот, смотрите. Получается, кто останется здесь? Я. Я останусь здесь. Я. Кто вас вообще... Мы вас вообще кормим. Челядь, а вы там выходите и пишете какие-то комментарии хейтерские. Мужики вот это дрифтуют, тоже цирк, конечно, дрифтуют на Киевском море, снимают, там залазят друг друга, там сбили 2 человека или человека, 2, по-моему, да, сбили, ну, потому что машина крутится, это дрифт, и человек попал под колеса, там 2-го тоже ударило. Видео появилось несколько дней назад, это была съемка, сегодня как бы выложили. Тоже, то есть, мы же вас кормим, то есть ты потерял жилье, потому что прилетело, тебе ничего не компенсировали. Ты потерял мужа. А смотрите, с точки зрения, я же не говорю, допустим, потеряла мужа. С какой точки зрения? Его нет. Даже если он жив и в ВСУ. Мужа нет. Ты одна. Хорошо, что если есть родственники какие-то. С ребенком. Или без ребенка. На хозяйстве, так сказать, да. Когда нужно таскать воду, таскать канистры бензина, если есть генератор. Генератор вообще как-то там с ним пытаться совладать. Ты одна, но ты не должна там жаловаться, что у тебя там, вот смотрите, там на Киевском море, потому что они же тебя кормят. Вот эта история, что мы тебя кормим, мы кормим экономику, мы вот такие, мы особенные. Мне очень напоминает историю про Донбасс. Помните? Сначала Донбасс всех кормил, потом все кормили Донбасс. Донбасс и как Донбасс? Боком вылезет. Завтра на переговорах послушаем, что там по поводу Донбасса, примут это решение или нет. Правду врут или нет? Ну да ладно. То есть она говорит, да, то есть ее можно понять. Она имеет возможности, она имеет... как бы, да, и она пошла, отдохнула, поела шашлыков, потанцевала. Ничего ж плохого не сделала для страны, никого. Но люди обиделись. Она им говорит, знай свое место. Это твоя проблема, что тебе плохо. То есть она изначально говорит с ними не на равных. Изначально. Ви не подумайте, я в свою сторону цей хейт не приймаю. Але дуже цікавий момент, що вам потрібно поливати один одного брудом в коментарях під відосом, який несе розважальний характер і показує, що ми навіть після такої жопи вночі стали, посміхнулись, пішли, підняли одному настрій, розважились і поїхали назад до своїх домівок, де холодно. Я дуже злюсь на те, що ми замість того, щоб радіти одне за одного, ви тупо знаходите причини для того, щоб хейтити один одного. Так, одразу кажу, адекватних більшість. Є люди, які дійсно кажуть, що от недостатньо тоді нас
тебя тогда порвало так, если адекватных большинство? Вот это тоже непонятно. Смотрите, ее раскосые глаза прям выпрыгивают, маленькие глазюки выпрыгивают прям. Так если большинство нормальных, что ты обращаешь внимание, что тебя там кто-то хейтит? Кто-то какая-нибудь там вдовушка или какие-нибудь там, не знаю, там мать, которая сына лишилась, или там еще кто-то, кто не понимает, какого хрена вы это устроили на море там киевском, потому что туда по Киевской дамбе может прилететь весной, как логически предсказывают, то есть после серии блэкаутов грохнут плотину, пойдет вода, дай бог, что по дну грохнули, просто подтопление, просто катастрофа для Киева, но ничего страшного, откачают, посбрасывают и так далее. А если 2 плотины, то это уже каскад, там вообще уже все, как бы, как в Харькове сегодня, сливайте воду, понимаете? То есть приманиваете, что ли, туда, как бы, ну, нехорошее на этом Киевском море с дискотеками. Если большинство нормально отнеслись, так а что, зачем вот этот истерический видос? Ответ простой. Для хайпа. Фігачать, що ми танцюємо. Не можна танцювати, тому що тоді прилетить іще. Є люди, які кажуть, що треба ще більше відключати світло, тому що нам і так весело. Нам же весело, нащо нам те світло? І я вважаю, що це ті люди, яким подобається страждати і щоб страждали інші. Тому якщо ви обираєте собі такий шлях, то обирайте його тільки для себе. Нав'язувати його іншим не треба. Ми розберемося самі і будемо танцювати, поки ми живі. І якщо у вас буде щось хороше, і ви будете радіти, то я за вас порадію. Всі мої зі мною. Ну так, понимаете, если у вас будет что-то хорошее, мы за вас порадуемся. Вообще, конечно, с этой точки зрения она права в том плане, что радоваться люди не могут. Победам, успехам, еще чему-то. Вот вдруг он познается в радости. Но ты же общаешься не с людьми. Это видео разлетелось по всем информационным агентствам. Везде. Понятно, к тебе пришли под твое видео разные люди. Ну, то есть, если ты с друзьями, для друзей, ну, как бы оставайтесь в этом поле. Но надо же хайпануть. То есть, проблема... Вот мы спрашиваем, а что с Зеленским не так? Чего он вот это вот, что он делает вот это постоянно? Чего он это вот... Так вот, время такое, он соответствует времени. Надо как этому сыну Тины Кароль хайпануть, понимаете? Потом боком вылазит этот хайп. Вот этим надо тоже девчатам, где она наговорила, еще больше как бы волны хейта и хайпа на себя обрушила. Еще больше. Почему? Потому что так, ну, нельзя так говорить с людьми. Люди разные, у людей проблемы. А вы, получается, отрываетесь. Ну, отрывайтесь. Но будьте готовы к этому. Не надо истерить и говорить, мы тут кормим экономику, а ты кто? А ты за наши деньги воюешь? Или за наши деньги там пенсионер, ВПОшник или еще кто-то? По поводу пенсионеров очень интересная новость прошла. С января, оказывается, огромное количество пенсионеров не получили пенсии. Такие, да что такое? Оказывается, они приняли закон, и весь 25-й год надо было всем пенсионерам-переселенцам, а это Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, некоторые еще из Крыма остались. Короче, то есть все вот эти переселенцы, все, кто пенсионеры за границей, должны были через пенсионный фонд подтвердить, что они не получают пенсию из России. Какая разница? Ну, то есть, он же заработал свою пенсию в Украине, где бы он ни находился в мире, он как бы должен получить эту пенсию. Но они задержали эту выплату, потому что ну, ты должен через ДИЮ, на портал пенсионного фонда зайти и так далее. Этого многие не сделали, и поднялась буча. Поднялась прям, ну, серьезная проблема. Подожди. А как же? А где пенсия, ребята? Ну, тут виходить міністр соцполітики Улютін. Питання пенсії, була інформація про те, що начебто є призупинки пенсії, виплати пенсії в Україні, особливо людям із ВПО. Дайте роз'яснення, що сталося. Я очікував це питання. Дивіться, Ми задаємо ті питання, які цікавлять українське суспільство. Це правильне питання. Ще у 24-му році було прийнято закон, відповідно до якого всі громадяни, які з тимчасово окупованих територій або за кордоном переїхали, або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають пройти ідентифікацію. Це перше. Друге, цим законом також було внесено необхідність декларативно цих людей повідомити, що вони не отримують виплати від країни-агресора. Ну, то есть идентификация, что ты живой. Где ты за границей, или ты
переселенец, но у тебя пенсия назначена в областях определенных, то что ты живой и не получаешь от России ничего. Це було витрачено 25-й рік для того, щоб пройти ідентифікацію, і частина людей, яка не пройшла ідентифікацію, ми не знаємо, чи ці люди є, але будемо казати так, частина рахунків була призупинена. Впродовж січня місяця ми продовжували намагатися зв'язатися з цими людьми, і частина вже відновилась. Таке ми дозвонились, пенсійний фонд провів роботу. Они никому не звонили, они просто объявили и все. Ну, реально, никому не звонили. Ты обязан, как? Иди в пенсионный фонд, иди на сайт, вот и все, доказывай, что ты жив, и декларируй, ну, то есть сам скажи нам, а мы так с прищуром на тебя посмотрим и поверим, что ты от России ничего не получаешь. Інформаційно це було доведено, що, ну, в принципі, людина, коли не отримала пенсію, пішла ідентифікуватись для того, щоб повідомити, що да, вона є, вона тут, в Україні, вона декларативно заявить, що вона не отримує будь-яку підтримку від РФ. Таким чином ми відновили пенсію. Перше, що хочу сказати, пенсія не скасовується, вона призупиняється. Як тільки людина проходить ідентифікацію, вся сума буде повернута і нарахована на картки. Це перше. Друге, яким чином можна пройти ідентифікацію? Перше, що хочу сказати, це до дітей. К детям. То есть, смотрите, иными словами, это цифровой загон. Реально, там сотни тысяч пенсионеров не получили пенсии в январе, потому что у них нет ДИИ, у них нет смартфона. Нет у пенсионера смартфона. Вы помните программу Зеленского «Каждому пенсионеру по смартфону»? Все еще так смеялись, думали, нет, так это вот и поэтому, и в том числе. Так если тебе государство дает смартфон, ну так учись им пользоваться, да, там, разбирайся с детьми и так далее. И вводи такие вещи. А пенсионеры из неподконтрольных, ну, там, пенсионеры-переселенцы, там, часть за границей, вообще ни сном, ни духом об этом не знали. Значит, у них нет ДИИ, у них нет... у них кнопочные телефоны. И вот он сидит, министр нам говорит, на полном серьезе, да, говорит, к детям идите. К детям. Каким? Которые разбежались, разъехались, сидят, прячутся или на войне, или те, которые уже погибли. Людей пенсійного віку, до дітей саме, що якщо є можливість, допоможіть їм пройти ідентифікацію. Це можна зробити через Дію, через сайт пенсійного фонду. Це найпростіші два елементи, тому що не потрібно нікуди йти. Третє – це пройти відеоідентифікацію, подати заявку в означений час, зв'язатись, показати документи і пройти ідентифікацію. Нікуди ходити не потрібно, це робиться прямо з свого приміщення. І якщо ці три елементи неможливо зробити, ну, наприклад, людина не має підпису, дія підпису, або дії немає, або не дає можливість зробити саме якісь гаджети, то можна піти у відділення пенсійного фонду. В разі, якщо людина маломобільна, має інвалідності або будь-які речі, які не мають можливості прийти в відділення пенсійного фонду, людина може зателефонувати в пенсійний фонд і просто запросити до себе працівника пенсійного фонду, щоб пройти таку ідентифікацію. Тобто такими шляхами ми зараз можемо це зробити. В будь-якому випадку це не наша придумка, це норма закону, ми маємо її виконувати і зараз намагаємося максимально зробити все можливе для того, щоб люди були поінформовані, яким чином пройти ідентифікацію, а також надати дані про те, що вони не отримують виплати з РФ. Знову ж таки, це не будь-які довідки, це просто декларативно, проактивно заявити, що да, я не отримую. Тобто не треба ніякі справки, нічого. Просто декларативно сказати, що не отримую. Норми закону маємо виконати. Більше того, вчора ми також з громадськими організаціями, які опікуються ВПО, провели зустріч, була дуже конструктивна. Домовилися, що вони також через свої канали проінформують якомога більшу кількість людей для того, щоб вони все-таки змогли це пройти. Ми зі свого боку пенсійного фонду дали установку, що вони мають сконцентруватися саме на цьому, максимально зфокусувавши увагу свою на роботі саме з людьми, по яким заблоковані такі виплати. То есть, значит, зачем это сделано, если так по сухому остатке? Чтоб не заплатить. Январь месяц для бюджета очень тяжелый. Вот есть, например, такие вещатели, например, там, ну, бывший Первый канал, Гостелерадио, сейчас Суспильно. Им зарплату не платят постоянно в январе. Выплачивают потом, бог знает когда, потому что бюджетная дыра начала года, и они ее проскочили. Бюджет в режиме, ручном режиме.
И вот этим сотням тысяч пенсионеров не заплатить 1 месяц, потом они кинутся, спохватятся, что-то как бы, а как жить, да, пенсионеру? Конечно, он спохватится, побежит в пенсионный фонд или начнет там куда-то звонить, как-то там привлекать, ДИА, не ДИА, даже с кнопочным телефоном, пытаться что-то выяснить, а где моя пенсия? Они, во-первых, всех пересчитают живых, а, во-вторых, сэкономят. Так низко, причем повод этот, ну, жив, не жив, как бы это не повод. То есть пенсионный фонд не должен у тебя это спрашивать. Но норма закона была. Ты должен заявить, что ты не получаешь ничего от России. Приходи и заяви. То есть доказательств ты можешь получать в России пенсию. Но зайди на сайт, поставь галочку, что я не получаю. А месяц провернули. А вот нормально, а вот перетоптались. Но это же целый год нужно было, там идентификация. А все равно вот нужно, а вот месяц нужно, понимаете? Насколько плачевная ситуация. Но он говорит, у нас все хорошо. Смартфонов, правда, у пенсионеров нет. И лишняя головная боль. Причем это пенсионеры-переселенцы, эвакуированные, уехавшие, лишенные. Пенсионеры. Даже с ними придумали, как их водить за ниточку по кругу. Чего уж говорить уже об ухилянтах. Их тоже такое ждет. Приди в ЦНАП. Перепиши номер своего Старлинка, если он у тебя есть. Пожалуйста, мы тебе его зарегистрируем. А там что? Там ТЦК. А как у нас работает ТЦК? Конечно, уже совсем по-другому. При новом-то министре обороны. Прям сноуборд, понимаете? Он лежит, они его прям поэтому тихо поземка и шурша, понимаете? Що ви робите? Що це за такі права? Що це таке витворяє? А вот полицейские. Ну, это ж как бы, да, это ж... Там блогер с бабкой поссорился, а они сидели, мониторили соцсети. То есть, представляете, полиция сидит, мониторит соцсети. А вдруг закон кто-то нарушил? Бережет правопорядок и наше спокойствие. А тут у него спрашивают, что это такое? Так у людей є забирати, я розумію, війна. Йому пояснювати. А якби вас отак за ноги тягнули? Кожного Що б ти сказав, десь бився з ним? Да, беспредел полный. Ну и все. З хати вийшли? Ну, там они, это что, с хаты вытащили или не с хаты? Ну, вот Одесса, пожалуйста. Человека конкретно вытаскивают из автомобиля. Конкретно. Проезжает другой автомобиль. И пакуют, вот суют в этот бус. Вот этот бус мчится и уехал. Ковель. Остановка. Люди пытаются отбить. Но не получается. В рукопашную приходится отбивать. Ну и люди, понятное дело, сидят и реагируют должным образом. Некоторые, правда, пытаются вступаться, и некоторых получается отбиваться, а некоторые, те, которые вступаются, они еще и военные бывшие, представляете, на реабилитации или там после ранения. Значит, в Черновцы стоит машина, его останавливают. Полицейские, ну те, которые это, соцсети мониторят за правопорядок. Тут недавно нацполиция глава Выговский выходил и говорил, вообще-то вот это ТЦК, они порочат мундир полиции, да и вообще вот это все, это мобилизация, ну что вы, ну как бы все в общем неправильно, надо от этого отходить. Каждый день, говорит, на ТЦКшников нападает Выговский. Каждый день. Говорит, подождите, так это же ИПСО.
Те, кто показывает, те, кто распространяет, те, кто там у себя делится этими видео, они же агенты Кремля. А каждый день на ТЦКшников нападают. То есть стоит ТЦКшник, и 3 полицейских вытаскивают мужика из машины. Ну, то есть тут выскочили пареньки. Пареньки, давай говорить, а что происходит, а как так, а что это там, да, вот это все. ТЦКшник тут, менты ему говорят, отошел. Ну и все, сказано, отошли, не отходят. Тут взял баллончиком, всех задул. Эти страдают, матерятся и рассказывают, елки-палки, так я же за тебя воевал. Давай, говорит, со мной на Херсонское направление. Черновцы. Снежки кидают в них. Давай зі мною, нахуй, на Херсонщину, на острова, ти. Хлопці, спасіть. А нічого не зробимо, сука, така картина. Помогайте, давай, помогайте, що ви станете? Пробити їм колеса. Женщины, конечно, верх спокойствия. Смотрите, значит, этого втроем пихают, тот вырывается, они его запихивают дальше. Эти, которые говорят, давай со мной на Херсонское направление, я тут с реабилитацией вернулся, вот это вот такой беспредел, захлебывается, ну, кашель у него от этого слезоточивого газа, да, и каким-то таким спокойным тоном, ну, точно и псо, понимаете, ну, точно и псо, говорит, пробейте ему колеса. Пробейте колеса. Полицейской машине говорит, пробейте колеса. И снимает, стоит. Ой, курица. Перекрийте дорогу їм. Пробийте їм колеса. Пробийте їм колеса. Ну, в общем, они бодались, потом его повалили, чем закончилось неизвестно. Тут, ну, в общем, жуть какая-то, понимаете? Жуть какая-то. И это вот все, это вот называется тыл, понимаете? Это называется тыл. Киев, думаете, как-то по-другому? Да нет. Вот что бывает после того, как вытаскивают из машины. Ось стоїть братана машина, блядь, ще їхав на доставки, ще доставка в машині, блядь. Не дали пітри навіть переїхати, на спецполосі стоїть, як її не забрали, блядь, на аварієчки. Каже, блядь, дайте хоч припаркуюсь, каже, ні, мені похуй. Каже, блядь, остановили мінти, він же ж їм сказав, що, блядь, я не в розиску, типа нічого там щось не буду показувати, якого остановили. Він набрав, через 2 секунди підлітає бус, вискакує 4, каже, в масках, нахуй. Підлетіли, блядь, витягує цю хуйку, або щас вікно розбиває, або відкриває. Ну, каже, щоб вікно не били, прийшлося відкрити, витягли, нахуй, не дали ні машину припаркувати. Це сука, це хуже нахуй бурятів, блядь, в рот. Це, блядь, свої, блядь, не сука. Это хуже бурятов, это свои. То есть, смотрите, ну, молодой человек, явно со словарным запасом специфического толка, он как бы он не матерится, он разговаривает так, да? И вот он доносит нам историю. Говорит, братанчик, доставщик, ездит на машине, ну, там, доставляет. Уклон там, доставка какая-то там. Ну, понятно, что таксует, понятно, что это. Значит, его остановили. Говорит, нет, подлетает бус, 4 человека, сразу раз и все. Хуже, говорит, бурятов, понимаете? Бурятов, которыми всех пугали. Каже, блядь, в Шевченківському ТЦК, це в Бориспільській, він попадав там ще ним, блядь. Тут, каже, що робиться, блядь, усіх. Ну, йому повезло, що не получив, каже, типа, об стовпа, блядь, він кричить, йому 21 год, він каже, мені похуй, розкує, блядь, йому шльома, нахуй, на лобі. Короче, другого привезли, вообще двері виламали, нахуй, не відкривало, це ж, і, блядь, машина стоїть вообще відкрита, блядь, отак серед дороги, блядь, і Да, машины бросают открытые среди дороги. Недавно был случай Тесла на аварийке. Открытые окна, все открыто, а человека нет.
испарился. Вы знаете, как вот эти все мистические штуки, когда, я забыл, как это называется, когда вот человек проваливается сквозь землю, от него такой дымок остается, и все. И вот сидел же на этом месте, а его не... Это ТЦК. Телефони позабирали, в общем, цей каже, я не буду ВЛК проходити, то каже, блядь, зараз посадимо тебе, блядь, в комнату 3 дні, ні води, ні їди, блядь, все одно пройдеш сам. То есть, ну, это вот называется вот эти байки, да, ну, как бы рассказы, ну, то, что байки, друг другу, из уст в уста. Вот народный фольклор, он так выглядит. Вот так он выглядит. То есть, мы тебя посадим на 3 дня без еды, без воды. Конечно, ты пройдешь ВЛК. То це пройшов ВЛК, то каже, хорошо, що там, каже, я кажу, що документи є у мене, типа, що я виграв суд, рішення суду, типа, що я опікун малого, ну, один остався, батько. Коротше, каже, блядь, ти зробив відстрочку, ні, блядь, ну то все, потім будеш увольнятися, якщо, це я зараз, каже, повезло, що там... То есть, сделал отстрочку, не сделал, ну все равно, потом уволишься, есть же у тебя основания. Мы тебя сейчас оформим, станешь солдатиком, ну у тебя основания есть, потом уволишься. А мы что? А мы галочку в плане поставили. Пару ТЦКшників було нормальних, та він з ними оце побазарив. Та розпечатали йому цю хуйню, але дали повістку до 6 числа, якщо він це все не пройде, то, блядь, пошуршить, їбать, нахуй. Отакі от реалії нашого життя, блядь. Сидять сука, в себе ж на... Тут на місці, блядь, не треба нікуди далеко ходити. Зараз у нас дзвонить в уклон по доставці, бо ще люди ждуть їду, нахуй. Оце, блядь, з самого ранку віз. Я не знаю, як машину ще не забрали на спецполосі, оце стояли, не розрішили і паркунутися. Ну, вот так, еще и штраф появится, потому что у нас в спецполосе, вот это все, без никого. Вот такие реалии нашей жизни. Реалии нашего життя. А по поводу плана люди уже все четко видят. Добрий день. Снимай, как, смотрите, эти люди, значит... А чому ви закрите лице? Полицейский закрывает лицо. Это тот, которого честь мундира, там, тот, который в военном положении по 30 тысяч гривен доплаты получает за то, что вот так крутит. Полицейский, да? Правоохранитель. Не поліція. Відкрийте, будь ласка, коли ви розмовляєте з людьми, щоб людина... Я хотел снимать, они порушили мои права. То есть он выбивает камеру. Ну так, а что ты выбиваешь? У тебя же бодикамера. То есть если что не так, по закону можно обратиться к этой твоей бодикамере. Или нет там бодикамер? Да нет, вроде есть. Знаете, стаття Конституції збирає інформацію, яка буде... Это 19 статья Международного пакта про громадянські політичні права. Подождите. На якій підставі конфіскували майно? Просто забрали. Сюда. В смислі обмежили? Поліція, ти що за руки хватаєш? Поліція, у тебе є повноваження. Поліція. Поліція, повноваження хватати за руки, спочатку покажи. Іди, людина, йди. Згідно 30 статті ми обмежуємо. Вирок суду. Для чого? Протокол затримання. А потім хватайте за руки, коли ви маєте законні підстави затримувати людину. Затримання складується на особу. Правильно? На встановлену особу. Значить, якщо ви хватаєте людину, значить у вас є на неї якісь дані. Він скоїв злочин, і ви хочете... Ви чуєте? Ми нікого не хватаємо, попросили документи, все. Поліція, ми знаємо, що у вас є план, і якщо не він, то ви. Ми це все знаємо. Тому, будь ласка, до побачення. До побачення. Ну и там дальше непонятно. В общем, они попрощались, разошлись, отгавкалась женщина. Но она же сказала ключевую фразу. Мы знаем, у вас есть план, и если не он, то вы. И что он ответит? Ну и там как бы, да, там юридически, а мы вот не знаем, что это за человек. Так, а он нарушил, а мы не знаем. В общем, начинается эта казуистика дурная. Понятно, что она как бы правильно все разложила. Если не он, то вы. А то, как ведут себя, что этот мужик за рулем рассказывал, как ведут себя в ТЦК непосредственно, да? Ну так это же сами люди виноваты. Отримав повістку добровільно прийшов в ТЦК, так? І потім він за гроші хоче звідти вийти сам. Ну, вибачайте. Такса це коли її встановлюють, розумієте? Важливо. Питання, хто її сплачує, розумієте? Корупцію породжує той, хто її платить. Люди винні. При чому тут це? Ну, Я ви хочу хочете ще раз. зрозуміти. Корупцію породжує громадянин України, який сплачує. То есть вы понимаете, насколько этот мир постправды, этого идиотизма перевернулся? То есть, говорит, коррупция, потому что человек платит. Не платил бы, не было бы коррупции. Подождите, так таксу устанавливают. Таксу устанавливают. Нет. Коррупция – это потому, что человек платит. Поэтому она и есть. Сегодня умопомрачительная история от той же полиции, вот этой вот,
да, который, если не он, то ты, они сегодня раскрыли в Днепропетровской области схему, организованную преступную группировку. Знаете, чем они занимались? Они за 16 000 долларов брали человека из воинской части и доставляли в любую точку Украины. А за 40 000 долларов они брали человека из воинской части и от СЗЧ и отправляли его за границу. Представляєте? Вільному залишенні місць постійного розташування військових частин або їх тимчасового базування. Зокрема, фіксуються випадки, коли особи організовують маршрути вивезення військових з частин, забезпечують логістику, підроблені документи чи укриття. Такі дії не лише порушують закон, а й прямо підривають обороноздатність країни у воєнний час. Одну з таких груп викрили на Дніпропетровщині. Організував її діяльність 26-річний житель Дніпра. Як спільників залучив декількох мешканців області віком від 19 до 36 років. Перед тим, як залишити місце служби чи базування, клієнти зв'язувалися з організатором, той повідомляв їм місце, де на них вже будуть очікувати. Самовільно залишивши військові частини, вони прибували на визначену локацію, звідки їх доставляли до обраного клієнтами пункту. Вартість такої послуги становила від 12 до 16 тисяч доларів. За 40 тисяч доларів ділки могли переправити втікачів і через державний кордон. Щонайменше 5 осіб скористалися послугами злочинної групи. Для затримання організатора та учасників угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровській області Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно із Дніпровською спеціалізованою прокуратурою сфери оборони Східного регіону провели спецоперацію. За силової підтримки бійців КОР та батальйону поліції особливого призначення затримали 9 осіб, серед них 7 члени злочинної групи та 2 військовослужбовців, що самовільно залишили частину та скористалися послугами ділків. Усі вони затримані у процесуальному порядку, слідчі поліції оголосили їм про підозру. За результатами обшуків правоохоронці вилучили гроші, понад 2 десятки мобільних телефонів, банківські картки, автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців, чорнові записи тощо. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Ну вот так, 12 лет как бы людям, которые переправляли за границу или помогали людям уйти в СЗЧ, отправляя в любую точку Украины. Все спрашивают, так а что это за история? Ну вот почему так? Да потому что вот этот человек, который там Федиенко пытался оппонировать, это ветеран, значит, Симорос у него фамилия, да, тоже яркий медийный представитель, но говорит отличную, ну, для дискуссии, да, спарринг, партнер вот этих всіх мечтателей. Тому що нам треба боротися за тих людей, які мають військовий досвід, які зараз з армії тікають правдами і неправдами. Люди стали радіти пораненню. Я вам серйозно говорю, люди стали радіти пораненню. Люди думають, якщо відірве просто тільки трошки стопи, де за рахунок протезу можна навіть буде бігати. Люди мріють зараз про це, тому що неадекватно в піхоті сидіти 4-й рік і так далі. Ось настільки глибинна проблема у нас. То есть люди мечтают получить ранение. Чуть-чуть стопу оторвали, там где-то палец. Люди калечат сами себя. Эта история там у меня на канале, кстати, есть, да, с врачом, который занимается протезированием, или там, не то что протезированием, а спасает как бы конечности, имплантацией, короче, занимается. То протез — это когда тебе отрезают ногу и ставят новую, ну, деревянную или пластиковую. А имплантация, когда тебе пытаются туда зашить и как бы вот, ну, приживить вот это вот все внутри, операцию делают, чтобы у тебя это была своя нога, да. Не чужая, своя. Ну, или это рука, или там, не знаю, у кого что. Так он рассказывает простые истории. Он поднимает руки в окопе, все, там, отстрелило пальцы, отстрелило там руку, все это ранение, там, забинтовали жгутом, все. И косят, бегут. Если есть некоторые... Заработали же вот в боевых, да, 14 или 40 тысяч долларов. Вот, пожалуйста. Но это же люди виноваты, они же платят. Нам же только что целый народный депутат вслух об этом сказал из оборонного комитета. В країні, на жаль, я не бачу реально бажання. Я б відмітив, що української влади є бажання, якби вони тверезо сказали би про всю проблематику, яка є в країні. Вони про це не говорять, жодних реальних кроків, жодних реальних дій вони не говорять. Використовують Верховну Раду як майданчик для політичного піару на цю тему і так далі. Але слухайте, ну про що говорити, якщо ці покидьки не спромоглися навіть солдату-стрільцю, і не тільки рядовому складу, підняти грошове забезпечення, у якого зараз заробітна плата менше, ніж у охоронця в Києві. Ну, про що ми говоримо? Про яку мотивацію ми говоримо в армії, про які зміни ми говоримо? Да, зарплата меньше, чем у охранника в Киеве. Речь идет о тыловых, ну, которые боевые не получают. Да, а чего? А эти депутаты, они себе подняли. Зачем? Они подняли себе
Вот, пожалуйста, сегодня сообщили, что ГБР вообще этих ТЦКшников, да, то есть в Киевской области разоблачили и сообщили о подозрении офицеру районного ТЦК. По версии следствия, начальник группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества. Название, конечно, канцелярное, но тем не менее. Короче, ТЦКшник неоднократно бил мужиков ногами и сам снимал это дело на видео. Ну, нормально. Нормально. То есть, понимаете, но нам рассказывают же совершенно о другом. Нам говорят о том, что ТЦКшники это вообще, ну, как бы лучшие люди. Вибачте, в нас є деяка частина суспільства, яка дозволяє собі чинити опір мобілізації, тому що держава досі все ж таки, вибачте, тілиться і не вживає належних заходів, не вживає того, як треба це робити. Але вибачте, в нас є і трошки більші частини суспільства, завдяки яким ми досі не програли цю війну, і завдяки яким ми з вами зараз спілкуємося. Тому Дикий что сейчас делает? Он как бы переворачивает песочные часы. Ну, пингвиновид дикий, у которого там тоже дела по растрате на икру, пингвины, ну, пингвинам икры, коньяк в Антарктиде, станция научная. Он сейчас переворачивает, он говорит, что нормальных людей больше. Ну, ровно то же самое, что делает вот эта, которая танцевала на Киевском море. Говорит, больше нормальных людей. А вот этих мало. Ну, вот этих. Но они активные, говорит. сказати, що українське суспільство чинить опір мобілізації, це, м'яко кажучи, некоректно. От цей опір чинить невелика частина українського суспільства, яка просто абсолютно знахабніла від безкарності. То есть это наглецы, которые обнаглели от безнаказанности, нападают на ТЦКшники и сопротивляются ТЦКшникам, представляете? І да, от ця безкарність – це абсолютно пряма провина керівництва нашої держави. Бо просто не дають команду ФАС поставити цю частину суспільства на належне місце. От, але думаю, до речі, що вже назріла та ситуація, коли ця команда ФАС прозвучить, бо просто немає інших варіантів. Ну, не дают просто команду ФАС, понимаете? А дали бы команду ФАС, ну так сразу всех бы поставили на место. А сейчас что, не ставят на место? Не, ну сейчас не ставят. ТЦКшники вообще, это такие люди. Вообще, вот у ПЦУ сопротивление ТЦКшнику – это грех. На официальном уровне митрополит Зінкевич об этом заявил. Сутність нашої держави – це мілітарна держава. І іншого виходу немає. Суть государства Украина – это милитарная Украина. Другого пути нет, говорит митрополит ПЦУ. Це великий позор, коли українська нація бореться з ТЦК. Позор. Хто таке ТЦК? Що таке ТЦК? Хто ці люди в ТЦК? Це ангели Божьи воплоти. Визначені державою. Конкретні особи, задачою яких є збирати військо для захисту України. Ось щось таке, що таке ТЦК. Хтось не хоче. Так, звичайно, суспільство ділиться на ті, які раптово йдуть воювати, готові вмерти. Є частина суспільства, які готові йти, коли їх призвуть, самі не йдуть. І така частина суспільства є. А є ті, які в душі своїй не можуть воювати. І якщо держава не визначить порядок і не виховає велику кількість тих, які захищати будуть Україну, то тих ждунів буде дуже багато, і вони будуть пострікати. Бить ТЦК. Смотрите, какая очень интересная мысль. Значит, есть какие-то ждуны, которые подстрекают бить ТЦК. То есть даже эта овца заблудшая бьет ТЦК. Искушению поддавшаяся. Хіба ми не пам'ятаємо, як губернатор покинув приміщення своє, поїхав обратно, тому що перекривають дорогу, ждуни, очолені церквою, перекривають дорогу, щоб не... Так это ждуны еще и от ПЦУ. Вы поняли? Ждуны перекрывают дорогу. УПЦ, простите, УПЦ. То есть каноническая церковь – это ждуны. А вот эти – это молодцы. Мобілізовувати. Хіба це не 2014 рік? Не 2016 рік? Не 2017 рік? Це задача губернатора заспокоювати людей на цій території. Хіба не патріотичний виклик душі нашої йти захищати батьківщину? Ось що роблять сьогодні ждуни. Виховують зневірятися у владі, зневірятися в Україні, зневірятися... Вот, ждуны, удар по вере наносят. Представляете, ждуны. Вообще, конечно, эти размышления о том, что, ну, это же просто. Это вот он мне напомнил герой Ефремова из «Дня выборов». Помните?
Ну, сейчас Ефремов вышел, там спектакль готовит. Ну, вот батюшку играл в «Дне выборов». Вот это вот прям и то как-то, и то похлеще. Очень негативный персонаж. И он вот рассказывает там. Но лучше, конечно, на тему молитв рассказывает Корчинский. Якщо вам стало відомо про який-небудь гріх нашого верховного головнокомандувача, то зверніться до Бога, щоб він допоміг нашому верховному головнокомандувачу позбутись цього гріха. Поняли? Если известно, что Зеленский нагрешил где-то, ты к Богу обратись, помолись за Зеленского, чтоб убрал у него это нечистое это все. Кто-то, видимо, помолился, и Миндича, видите, не стало, накрыли. Помолился кто-то, Ермака сняли. А то он такой какой-то чернокнижник. Але на перехрестях не пашталакайте. Допустимо лаяти лише цивільних чиновників не вище мера міста. От далі уже не потрібно в умовах війни. Це важливий момент. І так ми маємо поводити себе до завершення війни. То есть ты можешь ругать чиновника, но не выше уровня мэра города. Вот если кто-то старше губернатора, вообще не трогай. Ты что? Грех это? Нельзя это? Когда слушаешь вот этих священников, вот этих проповедников, я, если честно, ужаснулся сначала вот этой новости. Это новость из местных ровенских пабликов. Ну, вот есть такая серия там региональных, Труха, да? Ну, то есть там Труха и какой-то регион. Это Труха ровно. Кто-то на мусорник выбросил иконы в Ровенской области. Люди говорят, что это не впервые находят подобное. Ну, то есть, понимаете, мы до чего дошли? Иконы в мусор. Зеленский согрешил. ТЦК сопротивляться грех. В армию надо идти прям вот с 18 лет. Конечно. Ми велична нація. Підготовлена. Величественная нация, которая выбрасывает иконы. Конечно. Ми повинні, от дивіться, я ще раз, от мене сам найбільше ображає, чому ми з 18 років не призиваємо в армію. Ну це ж елементарно. Де цей Залужний, чому він не запропонував? У нас на західних теренах стоїть купа бригад. Ну зробіть, дайте шанс юні з 18 років, на рік призвали. Звільніть. Дайте їм можливість, вони повинні знати, вони рік прослужили на Заході, вони знають, яка зброя, вони знають, що таке однострій, вони розуміють, що таке армія. Звільнили. Через 2 роки ще раз призвіть. І так зробіть. І тоді, коли йому буде 25 років, він вже буде свідомий того, як захистить своє життя. Ми не даємо шансу юні. Не даємо. Не даем. Вы понимаете, мы просто им не даем шанса. А все почему? Потому что вот Зеленский сомневается. Тут не про те, що це їх вибір. Это он рассуждает о судьбах тех молодых ребятах, которые уехали за границу, которых он же отпустил на фоне катастрофической паники вокруг НАБУ Майдана. Помните летом? Мій погляд, дуже хотілося б допомогти тим військовим, які на фронті, у яких через те, що іноді бракує хлопців, немає ротації. І це було б дуже справедливо, щоб вони мали відпустку, щоб вони мали можливість побачити рідних, близьких, просто відпочити, просто, знаєте, як повертатись іноді в обійми своєї сім'ї, що дуже важливо, як дає тобі енергію. І я думаю, що такі хлопці, які поїхали, могли би, безумовно, допомогти. То есть, смотришь, надо же возвращаться в объятия. Они там сидят вот это в этих окопах, понимаете? Вот. И эти люди могли бы помочь. Но, а мы помним, что сказано до «но», то... Але при цьому, те, що я бачу на фронті. А он что видит на фронте? Людина довіряє тому, хто поруч з тобою. Бо знає, що вони тримають якийсь напрямок. І знає, що якщо його підведе тут 1, 2, 3 людини, і вони побігуть, то він може загинути, тому що він буде один. Представляете, какие глубокие познания у Зеленского, верховного главнокомандующего о фронте. Это он чешскому рассказывал радио. І тому дуже важливо не тільки кількість, а людей, саме, щоб вони розуміли, що вони роблять на фронті. Що вони розуміють, яка це відповідальність. Не тільки за державу,
а навіть за цю людину, яка поруч з тобою, що вона не може залишитись на самоті. І тому іноді кажуть, що ось той, хто побіг, його треба зараз забрати і на фронт відправити. І я розумію ці емоції, вони у всіх є, але треба це запитати хлопця, який там на фронті, чи він зможе довіряти цій людині або не зможе. Тобто це таке питання, на яке так, просто не відповіси, тому що різні люди, є різні причини. И разные причины, понимаете? Какой все-таки глубокомысленный человек, философ у нас. Философ Зеленский. Как же повезло-то с Зеленским. Как вообще? Как повезло. Вы понимаете? Ни с кем так не повезло. А еще повезло с министром иностранных дел. Да. Тут вышел вчера, причем так внезапно вышел, никто не ожидал, вручавший Трампу премию мира от ФИФА, футбольной федерации, ассоциации, да, Джанни Инфантино. И он заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах. Говорит, нельзя запрещать мальчикам и девочкам играть в футбол. Мы должны это сделать без сомнения, потому что этот запрет ничего не достиг, он лишь породил больше разочарования и ненависти. Ну, так вот. Было бы полезно, если бы девушки и парни из России могли играть в футбол в других странах Европы. Мы на самом деле никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол. Из-за действий ее политических лидеров кто-то должен поддерживать открытие связи. Сборные клубы России были отстранены от турниров под эгидой ФИФА в феврале 2022 года. Во время вторжения вот этого 22 года, да, и поэтому, в общем, в декабре во время жеребьевки чемпионата мира 26 года, он в Америке в том числе пройдет, Инфантино вручил премию вот этого мира. Но Сибига, почему можно им гордиться? Почему? Он настоящий боец. Моральные дегенераты назвался тех, кто... Ну и фактически назвал президента ФИФА моральным дегенератом. Зашил это вот как. 679 девочек и мальчиков никогда не смогут играть в футбол, Россия их убила. И она продолжает убивать, в то время как моральные дегенераты предлагают снять запрет. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну, будущее поколение будут рассматривать этот позор, напоминающий Олимпийские игры 1936 года, которые были организованы в Германии нацистским режимом. Вот так вот написал глава МИД. Представляете? Так кто ж тут нацисты? Вот это ответил. Вот это молодец. То есть, понимаете, еще вполне вероятно, ну, что вот это... Вообще, конечно, это тренд. Да? Вообще такой тренд. Все начинают возвращать российских спортсменов, ну или, по крайней мере, говорить об этом. Сибига говорит, дегенераты. Ну, вряд ли, я думаю, знает, кто такой Инфантини, кто такой Сибига, да? Какие у них уровни, там, развития и так далее. ФИФА борется за свой вид спорта. ФИФА борется вообще за популярность футбола. И они понимают, что там футбольная... Все-таки Россия футбольная страна. Украина тоже футбольная. Она, конечно, хоть и играет, но, согласитесь, играла гораздо лучше, когда был мир. Да, и клубы, и футболисты, и все остальное. Но понимаете, какая вот история? Мы можем даже Инфантини обгадить. Мы можем даже президента ФИФА обгадить. Моральные дегенераты, говорит. А подумать невозможно. Но это потому, что ФИФА. Это потому, что все сразу становится понятно после этих кадров. Правду говорят. Усик, он там съездил в Таиланд. Но когда рядом с тобой менеджер, то можно сфотографироваться и с 2 российскими боксерами. А чё нет? Ради дела-то стоит. С кем не сфотографируешься еще и на ринге, правда? Все начинает оттаивать. Все начинает оттаивать, и все начинает проясняться.
настолько света много сейчас, что вот даже Лукашенко говорит, выключите свет. Выключите, говорит, свет. Как строил сегодня своих там. Меня еще что бесит и поражает. Вчера в 6 часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя, будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены. Все сияет. Минская область и туда дальше. Все горит в 6 часов вечера. Зачем? Уже 7:30 можно отключить утром свет. На улице отключить. Особенно сейчас, когда снега много. На улице светло. Нет, все фонари горят. Вчера службе поручаю, разберитесь. Начали разбираться. Фотоэлемент у Турчина, а сейчас у нового губернатора не работает фотоэлемент. Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в 6 часов вечера, а в 8. Посчитайте, 4-5 часов горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег? Вот ваши подходы. Вы ошалели. Ошалели. Отличная точка нашего сегодняшнего шума. Просто ошалели. И тут я как бы, да, с Лукашенко, конечно же, согласен в отношении этого. Так, что у нас... Ну, все понятно. Ну, все понятно. О, все ясно. То ровно то, о чем мы и говорили, уважаемые друзья. Да, значит, сейчас свежее, ну, Трамп, да, Трамп поговорил с колумбийским президентом. То, что подтверждает буквально завтрашние вот эти все вещи. Дональд Трамп об атаке России на Украину прошлой ночью. Пауза была до воскресенья. Путин сдержал свое слово. Пауза была с воскресенья по воскресенье. Срок истек, и он нанес по ним сильный удар прошлой ночью. Нет, он согласился, он держал свое слово в этом вопросе. Это немало, понимаете? 1 неделя. Это мы примем любое время, потому что там действительно очень холодно. Но это было воскресенье и длилось с воскресенья по воскресенье. Что? 4 дня у россиян Пятница? Зеленский? Зеленский, пятница? А где твой Робинзон Крузо? Ермак? Ведьмак? Все стало на свои места. Они договорились заранее с воскресенья по воскресенье. Но никто об этом не знал. Ну, точнее как. Или знали, что еще хуже. Знали, но делали вид, что не знают. Это вообще просто провал капитальный Зеленского. Вот дела. Вот это я понимаю. Дональд Трамп, я хочу, чтобы он, Путин, закончил войну. Я говорил с ним, я хочу, чтобы он закончил войну. Ну, по поводу переговоров, понятно, так постарчески отвечает. Подписывает закон против шатдауна, собственно, да. Да, с воскресенья по воскресенье, вот и все. Так, ну понятно, биткоин падает. О, вот все, теперь вот Инфантино внесли в базу миротворец. Потому что он ранее заявил о том, что Россию надо допустить к международным соревнованиям, чемпионатам мира и в другие, скажем так, и другие турниры. Ну вот и все, понимаете? Как бы, здрасте, приехали. В миротворце у нас еще президента ФИФА не было. Дожили, как говорится. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что в этот эфир были
вместе. Спасибо за поддержку, за суперчаты. Анна Салам, благодарю за то, что поддерживаете. Благодарю за то, что следите за новостями. Подведем итоги нашего опроса. Кто из военных был бы на позиции руководителя Украины наиболее лучший вариант? 3% Белецкий, 3% Залужный, 7% Буданов. Это так-то больше, чем в 2 раза больше по остальных. Ну, а 87% считают, что нет, никаких военных. Я с вами солидарен. Я с вами солидарен. Президентом мира он может быть военный, но не в этой части. Так а вы же заметили, что никто не раскручивает бывших военных, нынешних военных. Залужный, Буданов, там на пальцах одной руки. Белецкий тут вдруг вынырнул. А нормальных военных героев мы не видим. Ну, таких, имеется в виду, популярных. Не в шоу «Холостяк», а в каких-то таких, общественных движениях. Вот там, что вот они вот могут, они должны. Правильных. Поэтому я с вами согласен. Так, Александр, на ваш взгляд, Леонид Быков в своем творчестве был таким повстанцем, поющим червону калину, щеголяя при этом в светской форме, выступая в ряды Компартии. Какую позицию он бы занял сейчас? Я думаю, что Быков в гробу переворачивается от того, что он видел бы сейчас. Вот. Я в плане позиций и в плане, конечно, веса, я думаю, что, это все равно, что сейчас, для меня плюс-минус очевидно. Мне кажется, что он бы занял такую же позицию, как Жванецкий. Так бы ответил на ваш вопрос. Так, по поводу клуба зрителей. Давайте в клуб зрителей заглянем. Так, Анна, Александр, вы касались этого вопроса в эфирах. Файлы Эпштейна вообще рушат все устои. На их фоне какая-нибудь супружеская измена просто уже как поесть после 18. Примерно такой же грех. Как и многое другое. Есть у вас мысль обсудить эту проблему? Крушение морали. Например, с Павлом Щелиным. В этом месте запланировано интервью с Павлом. Возможно, обсудим, конечно. Насчет того, что файлы Эпштейна рушат все, понимаете, в чем дело? Да. На это-то и расчет. Понимаете? На это и расчет. Но расчет, опять-таки, все зависит от менталитета и все зависит от подходов. Насколько вообще, в принципе, вы цените жизнь, вообще просто жизнь другого человека? Мне почему-то кажется, что все в этом всем порыве список селебритис и всех других там политиков и остальных, а все забыли о девочках, о детях, о женщинах, судьба которых тоже несчастна. Все же как думают, вот это, понимаете, вот это вот эскорт, вот она пошла, там вот это среди богатеев. Не-не-не, вы забыли, что они это делали тоже живыми людьми. И тут еще одна такая грань вот этого многогранника вскрывается очень важная. Они тоже люди. И с ними так поступили. Почему мы о них не говорим? Прокуроры просили не публиковать. Они вывели этот материал ровно потому, чтобы там через полгода уже все там перемелилась мука была бы, понимаете, эти 93 эти файлы, эти миллионы, ерунда. Тысячи этих упоминаний всех на свете. Ерунда. Они вывалили сейчас, потому что сейчас там до выборов все забудется. А Трамп выполнил обещание. Смотрите, вот, пожалуйста. Да, дерьмо полилось там на Трампа, на Меланию. Это действительно такой удар. А что? К выборам разрулится. Но тут же вопрос. А как вы относитесь к этим людям, которые пострадали? Прокуроры жертв, пострадавших, говорят, там много очень косвенных и прямых сведений, жертв. Этого нельзя делать. Уберите. Но Трампу важнее обещания, чем какие-то вот эти люди. И точно так же и аудитория. Можно обсуждать Эпштейна, можно обсуждать там Эндрю, этого принца, можно обсуждать, а Зеленский причастен, чему не причастен, а сколько раз упоминался Путин, Жириновский.
Так о людях кто-то подумал? Нет. Вот вам и цинизм всего происходящего. Ну да. Сколько, интересно, Трамп девочек закопал на своем гольф-клубе. Да? Прям на гольф-клубе, гольф-поле портить такое дорогущее, копать лопатой. Да, действительно. Про детей, не про взрослых девочек. Нет, и про взрослых девочек, и про детей там речь. И про детей, и про взрослых. Если мы говорим... Вот мне нравится это. Шелест, не тебе рассуждать о Быкове. А кому? А кому на шуме еще раз кому рассуждать? Ну кому? О чем вы, ребята? Не тебе. А то что? Вы знаете, мне кажется, что мы попадаем в такую... Она же, понимаете, она с двух сторон. Это как вот... Как-то палка о двух концах. С одной стороны, все говорят, нет, это же такие величественные фигуры, там не надо, нельзя ничего говорить, нельзя обсуждать. Это приводит к тому, что их не обсуждают, проходит время, всем становится плевать, памятники их сбивают, молодые всякие там девчушки и всякие там люди вообще не понимают, кто это. Им навязали мысль о том, что там это какой-то советский символ, и они вообще говорят, ну убирайте, да по барабану. Может, поэтому наоборот надо всем говорить о Быкове, всем говорить о Булгакове, всем рассуждать об их значении, как бы они думать, представлять, как бы они отнеслись к сегодняшнему дню. Поэтому вот это и есть эта ловушка. Только с одной стороны это только там какие-то вот, не знаю, там режиссеры могут рассуждать, историки культуры, историки просто. Или, например, с другой стороны, там никто не может рассуждать. Или, например, вот, да, там. И с другой стороны, давайте всех забудем. Вот и попадаемся мы на это. Вот и попадаемся. Так, Достоевский слишком, ну, понятно, обсуждение писателей, так раз и прекрасно. Да, потом появляются острова, это точно. Саша, привет, ему скоро кинуть? Я думаю, да, я думаю, скоро. Я, конечно, слушаю там вот это гривой машу, потому что мнение у каждого там из гостей, большинство сейчас, видите, как говорят, долго еще будет, долго. Нет, вот это не может долго продолжаться. Ну, не может оно вот продолжаться долго. Вы видите, во что это вылилось? Я просто не знаю, сколько еще может Зеленский так позориться. Он зовет Рютте. Как ПВО Рютте не работает. Как стукачок Трампу или там почтальон Трампу тоже не работает. Как, хотя они Милоша поговорили по Гренландии, помните? Он начинает выдавать, говорит, у русских в неделе 4 дня, а не неделя, с пятницы по пятницу. И Трамп его умыл. Публично, говорит, Путин красавчик, он сдержал свое слово. Неделя, да, мало, но это хотя бы что-то. И тут с Трампом сложно поспорить. И тут с Трампом сложно поспорить. Так. Шелест будет продолжаться до ноября? Нет, я думаю, весной должно как бы немножко сворачиваться. Но там посмотрим. Посмотрим, что будет. Смотрите, давайте ориентироваться по блэкауту. Вы же знаете, моя позиция какая? Это должно было закончиться еще тогда. Вот этой черной зимы ее должны были подумать головой, мозгом и не допустить. Согласиться на энергетическое перемирие, пойти на какие-то там другие варианты взаимоуступок. Если в жару летом, июнь-июль это продолжится, то в жару этот блэкаут вообще будет невыносим. Он невыносим в холод, но он в жару будет просто ужасающим. Просто все будут на хлебе и воде, на печеньях галетах, понимаете? Не попить, это будет кошмар. Это антисанитария жуткая. Это просто ужас. Это еще страшнее. Поэтому, может, сейчас хотя бы подумают, да, пока окончательно не завалили все.
Поэтому я не думаю, что до ноября хватит сил. Ну, тыла так точно. В рейтинге IQ наша краина мрия оказалась еще ниже, чем в прошлом году 84-м из 137, а теперь самое страшное, Россия на 4-м, Иран на 6-м Россия, на 4-м Иран. Да. Ну, смотрите, рейтинги всегда субъективные, ну а чему вы удивляетесь? Чему вы удивляетесь? Ну, а что у нас, образование там, да, цвело и пахло? Новая украинская школа. А что сейчас? Вот вдумайтесь, 4 года. Это много. Вот, пишут, ничего не закончится, очень долго. Україна ж в 22-му перемогла, чому вони усе просрали? А больше хотели, лудоманы, больше хотели. В 22-м действительно победила, и можно было оформлять победу. Можно было оформлять победу, можно было садиться. Ну как, можно было там, смотрите, можно было прописывать условия, договариваться. Даже вот осенью 22-го надо было, вот это крайняя точка, говорить, все, стоп. Давайте, мы там вот внезапно атаковали, как бы вы из Киевской области с севера отошли, ну Харьков-то брали, то есть таким ударом внезапным мобильные группы, не был никто к этому готов, из Херсона же тяжелое решение было, вот надо было после этого садиться, и, ну, опять-таки, это чуйка должна быть политическая, ты должен понимать, ага, то есть, а будет лучший результат? Но всегда же есть вера в лучшее, всегда же есть этот миф, что завтра будет лучше, чем вчера. Что сейчас как дадут оружие, сейчас Байден, сейчас надавят. Сейчас это смотрится как цирк. Зеленский говорит, надавите на Путина, он обстрелял, он нарушил договоренности. Выходит Трамп, говорит, с воскресенья по воскресенье. До свидания. А чей это голос только что там был? Рютте? А с кем это ты? Владимир Александрович. Ребята, завтра вот смотрите, ну вот если завершать, да, вот мы говорили сегодня в эфирах с гостями и вообще там, да, и до этого, что все, надежд нет, переговоры пошли прахом, вот это все Абу-Даби, это вот ни о чем, ни о том. Послушайте, после сегодняшнего заявления Трампа о воскресеньях надежда на Абу-Даби есть. Знаете почему? Потому что Зеленского, он вообще, игнор полный. Игнор полный. Все. Мы договорились, Путин выполнил. Да, мало, да, люди страдают, но я сделал хотя бы что-то. А что сделал ты, Зеленский? Он призывает наказывать. Это отношение уже между Трампом и Зеленским и Путиным в этой тройке. Вы посмотрите, еще может так вывернуться, что Трамп нагнет Зеленского, а тот в Москву поедет на белом коне брать ее с наскока. Посмотрите. То есть пока вот это все складывается вот в такую очень интересную парадигму, а переговоры, вот эти завтра, послезавтра, завтрашние, они вообще пройдут о другом. Они пройдут о технике. Технике. Ага, ты так, отвели сюда, тяжелое оружие сюда, дроноводов туда, и все. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем шуме. Пожалуйста, если досмотрели до этого места, если смотрите и с самого начала еще эфир смотрите, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете. Увидимся с вами завтра. Берегите себя и друг друга. Добра и света и доброй ночи. Хорошо.